Добрый день, добрый вечер. Подключились, как и обещали. Мы с канала Валентина перешли на канал Бирмузский Наумов. Небольшой анонс. Мы заселились в новую гостиницу. Валентин познакомился с людьми на улице, когда курил, и решил их пригласить в номер. Приведя их в номер, один из них сказал, что он белорус, весь на колках, весь в татуировках, другой вообще пузатый. Они только-только сели, только начали знакомиться, и забегают две хозяйки, выгоняют нас из отеля, говорят, что их выгнали, они говорят, мы с ними боремся, они мошенники, они украли там у кого-то деньги уже у постояльцев этого отеля, а вы их зачем-то привели. Я говорю, мы случайно, мы думали, вообще они здесь вообще живут. Еле-еле остались, этих-то выгнали. Но у нас при этом забрали всю водочку Валентина. Водочку забрали, мое пиво забрали еще, да. У меня же сердце застучало без пива, без водочки. Как-то так. Сейчас я раскину ссылку, куда обещал. Вот и сидим на сухую. Вот Валя теперь телевизор стал смотреть. Валь, дай мне секунду свой айфон. Вот. Сделай лицо. Макс, Валентин, проконвертируйте ваш банк в дискордовом селе за 10к. Нихуя себе. О, у нас донат, но мы его не слышим, потому что я долбоёб не включил звук. 49 рублей.
Сейчас я его прочту. Давай развлекай, шваль, до тебя не доходит, ты цирковое животное, человеческий клоп. Нет, человек-клоп. Ты создан для фрик-шоу, давай встал и отрабатывай 49 рублей. Нахуй пошел со своими 49 рублями и засунь их себе глубоко в зад. Вот так вот. А чё, Валь? Что, Валь? Ты говоришь, вот так, Валь. Вот так вот. Нет, А. не вот. Не Валь. Перестали нас в дискордовом селе, ты представляешь, рекламировать. Ай-яй-яй. За это задонатили 10 тысяч. Кто? Ну, какой-то человек. А чтобы где? Нас не рекламировали. Не нам, а там, чтобы не анонсировали. Да и пух. Нам на это дискордово село глубоко фиолетово. Что такое дискордово село? Насрано. Ссылочки выкладывают, кто стримит, кто не стримит. Да господи, отъебитесь уже со своими... Угу. Просто какой-то пиздец. Я не нуждался в вашей рекламе. Ну все, фуфлежим. Ну конечно, блядь. Сломали нам все. Ну ладно. Че? Как-то жить без села. Ой. Мы со Стасом жили без села. Что такое село? Что оно дает-то вообще? Да нихуя. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо за то, что вот, теперь в селе меня не видят. Окей. У Вали сел телефон. Косенко, почему не накопали Вали? Он Стас села не было, пишет. Тогда дискордового села-то вообще не было. Помни. Ну, И ничего, как-то стримили, блядь. И без села. Что это село спасибо, дает? Кариночка. Чтобы раздеть 10 минут, 1000. Топлес. Варя просто так не раздевается. Ладно вам, негодяи. Сломали нам в дискордном селе, перестали. Ну и ладно, Не помрем. не умрем.
Что ты не поняла, Карин? $200 песня. Десять приседаний ты смог бы сделать? Нет, я не буду ничего. За $500. Я сказал, косарь на водку, а потом уже другие вопросы. Ну, тоже верно. Вот тебе напоминалка о твоей никчемной жизни. Клоп https://yauto.by/с Сейчас попробуем найти эту песню. $200 закинули на песню. Ты уверен, что это песня? А мы же песню заказали. А не на фон. не IP проверяй. О, молодец, смотри-ка, молодец. Напишите в чатике название песни трека в YouTube. Продублируйте, будьте так добры. Донатор, дорогой ты наш. Выключи звук.
шоколадницы директор, но свою овчарку Берту покормил стеклом в обед и из партии прогнали. Пошел нахуй бомж, сказали. Бертович Валентин, ты бомж. За счет чужой теперь живешь. Пропил квартиру и друзей. Из-за тебя сидит реплей. Ноунейм, ебать тулюсю, выдумал, что есть продюсер. На своих правах, на птичьих назвал себя медиаличность. Но никто его не знает, всюду нахуй посылают. Вымой с мылом рот сначала, так Полина приказала. Бертович Валентин, ты бомж. За счет чужой теперь живешь. Пропил квартиру и друзей. Из-за тебя сидит реплей. Бертович Валентин, ты бомж. За счет чужой теперь живешь. Пропил квартиру и друзей. Из-за тебя сидит рифлей. Бедный Рифай. Спасибо за донат. Пошел спать. Почему? По поводу 1000, да? Да. Пока Валя на 1000 на водочку не сделаете, Валя не вернется. Потому что у Валю умыкнули всю водочку. Сделали стресс и практически выгнали из квартиры. Ну, не выгнали. Не выгнали, но водку забрали. Поставишь потом на зарядку. Угу. Заведешь будильник на 10, Да. чтобы собраться, чтобы этой мандавошки, блядь, больше не раздражать ее. Ну, может, раньше проснусь. А делать нехуй, Дмитрий. М? Да тут вопрос. Сейчас. Валентин Васильевич. Ну, не Я совсем. не знаю, кто это. Да, вот я ему отвечаю за человек в чате. Нет. Не соглашусь. Ничего я не хотел зарабатывать. Наверное, по-другому себя бы я вел, если бы хотел. Лично я сейчас поеду тусить. Я не знаю, как Валя. Валя спать лег.
Вы не донатите на водочку Валентину. Меня зовут тусить. Валя хочет, видимо, спать. Я не знаю. Ну, я в любом случае утром приеду, если я уеду, Валентин. Я тебя не оставлю же, чтоб тебя высидели. У нас новое заселение. Да, видели уже, кикнул нас топарик, да. Спасибо. Поэтому лысеем. Валя аж ушел спать. Еще и на водку облысели. Согласен, Валентин. Ну, я и не собирался, что я раскрывать какое-то. Ну, сегодня, по крайней мере. Взял сегодня достаточно водочки. Может, что я бы раскрылась. И мое, и Валина. Но у нас все забрали. А это на какой месяц анонсов не будет? Точнее, на какое время? Там на неделю, на месяц, там, на всю жизнь. Всю жизнь. Ну, не надо мне тогда хейтить. Вот. Пиздец. Ну и ладно. Вот теперь обидно. Я думал, хоть какой-то там дали бы это. Временное какое-то наказание. Ну не навсегда. Да все понял, что навсегда не пишите, ну не пишите.
Ну, я так понимаю, надо заканчивать трансляцию, раз вам она не нравится. Ну и не будем включать. Все. Уже не спрашивайте, почему мы не включаем, когда трансляция и так далее. И мы отдохнем от стримов, и вы отдохнете от нас. Валя ждет донат на водку, когда он проснется. Ну, сейчас не будет ничего интересного, потому что у Вали нету водочки. Ну, Саша, у всех своя физкультура. Вот у Вали плохо было. Он даже на физкультуру не ходил в школе. Он не может. Ну, не хотите, не анонсирую. Ну, я подождал немножко. Никто не хочет Вале на водку доносить. Ну, что теперь сделать? Поэтому я закругляюсь. И не знаю, буду ли я в ближайшие дни стримить. Скорее нет, чем да. Валя здесь, он ждет донат на водку. У Вали украли водку.
даже выпить нет. Пятница. Все гуляют вокруг. Ну, просто из окна видно. С высоко я вижу улицу и кучу людей. Все веселятся. Я вот здесь сижу. Трезвый. Тут палка тоже в двух концах. Мы сегодня водку купили для того, чтобы дать был контент. Но водку украли. Блять, не видно. Вчера хоть от души попросил и задонили. Ну, от души прошу. Ну, все, весь алкоголь умыкнули. И мне еще надо найти магазин, который продается средь ночи. Но это уже другие проблемы. Срывать будет контент. Как это произошло? Как водку украли? Нас выгоняли, выселяли, но я отстоял жилье, но она сказала, тогда я все, весь алкоголь забираю. Я говорю, ну ладно. И она пошла, я спрятал за комод, за тумбочку, ну вот, на которой телефон стоит, водочку и несколько стаканов, где было налито, и пиво, бутылку. И она такая выходит и за эту тумбочку глянула, и это, говорит, забираю. Потом еще пиво забрала, полторашку, блядь, одну мою. И целую 0,5. Тварь ебаная. Ну, не тварь ебаная. Просто обидно. Но тут вопрос стоял уже о выселении. Тут лучше пожертвовать водочкой. Но она взяла без спроса. Я не хотел, чтобы она это забирала. Я дал возможность ей забрать. Да, не украй, конечно. И у Вали сразу настроение. Бум. Ну, ты, говорит, топлива нет. Не, она сказала, и завтра не отдаст. Это там за моральный ущерб, за то, что мы каких-то бандитов привели. Так они и прибежали-то что? Валя пошел курить и наткнулся на каких-то двух бандитов, всех татуировки, руки. И они говорят, мы еще не местные, из Беларуси. Он такой, пойдемте. И привел сюда. Для контента хотел, постарался. Это вот на его канале мы стримили. А они зашли, только начали знакомиться, я вообще охуел, просто охуел. А я еще и в маске сижу. Да они тоже охуели с меня вообще просто. И я только в двух словах им объясняю, а тут и эти прибежали хозяйки. Пиздец. Администратор. Уходите, уходите, вы что, они бандиты.
Валь, не вздыхай, не умирай. Ой, бутербродик. Валь, бутербродик может? Валь, ты спишь? Ты живой? Валь. Валь, ты живой? Нет, ну я только уснул, ну чего еще? Я просто боялся, то, что ты не отвечаешь, что ты умер. Живой. Да, стопарик, да, сделал такой ход конем, что отнял, конечно, кусочек зрителей. Да. Они просто теперь, кто не подписан, не видит анонсы, и все, и до свидули к селу. Ну, кто-то подписан, кто-то будет все равно в любом случае смотреть. В любом случае, если что-то будет интересно, я только и рад буду, если буду смотреть. Если будет неинтересная духота, как сейчас, то я даже рад тому, что это никто не увидит. Когда интересно, это разлетится, это увидится. А вот когда неинтересно, лучше действительно это не анонсировать с другой стороны. Нет, 36, ой, 37. 146-50. Так было на другом канале, на Валином. Да, ну да, это и то-то, да. Да, тогда оно показывало, сейчас не показывает. Но мы с нуля опять начали, потому что мы перезапустили. Это во-первых. Во-вторых, очень много сейчас наверняка стримят, и очень много конкуренции. Когда мы утром, ну и днем стримили, было мало народу, кто стримил. Поэтому и онлайн был больше. Все можно объяснить. В конце концов, в кадре сейчас нет Вали, сейчас тут один я. Который ноет. Я нытик. Валя? Валь. Ну, если на водку придет, ты выпьешь же? А? Да? Да? Валь? Да, говори. Спит, смотрите-ка. Ну, он действительно сегодня час спал. Удивительный человек. Как он так спал вообще мало. То есть мы до 4 или 5 стримили, он потом в 6 только уснул. В 7 проснулся и не спал. Я там до 12 довел, а он не спал. Телевизор смотрел. Да, ну хватит, ну хватит. То, что я вижу, очевидно, то и ничего оправдания. Я просто говорю, как есть. Опера. Денег-то нету на бар. Меня зовут, этот спать улегся. Я могу поехать один, я могу отключить стримы, просто съебаться, что скорее всего я и сделаю. Приду утром. Телефон поставь на зарядку, пожалуйста. Ну, давай, я тебя... Заебись. Ну ты ближе, Валь. Как я с кадра-то выйду? Губы сохнут. Пиздец, как сохнут. Я думаю, сдохну скоро. Вот, Валь, скажи, что у меня сохнут губы. У меня тоже. У меня тоже. Ну, не вздыхаешь. Не вздыхает. Пилявка. Хуявка, блядь. Как же меня вот все сегодня и за все эти дни, вот в целом, подряд дни, ну я как бы, в принципе, не стримовый человек, ну вот в целом заебали хейтеры. Вот просто, ну, им, конечно, тоже поклонные должное надо отдать, но, блядь, в целом заебали, просто заебали.
сообщения, эти галимые, гнилые, негативные фразы, блядь. Деньги-то, которые сейчас они выведутся завтра на водку, доната не было. Так-то он уже сегодня на 10 водок заработал, наверное. Гниением пахнет, да-да-да. Реально тут гниение, вот реально. Такой вот воздух какой-то влажный, блядь. Вот я сейчас открыл окно, вот вроде попроще стало. Ну, в плане запаха. Короче, вот такая вот история. История подходит к логическому ее завершению. Стрим заканчивается, поскольку нету водочки, алкоголя, а вы на нее доносить принципиально не хотите. То есть это такая вот точка. Сегодня точка. Будет завтра водочка, будут завтра дальше стримы. А пока у нас тут завершение. Ну, час я простримлю сейчас и иду. Отдыхать. Надо еще помыться, причесаться, побриться, почистить зуб. Да я даже не знаю, Окер. Вообще нет на этот вопрос ответа. Грусть нет. Грусть это не Нико как-то. И вот еще дискордовое село вот такое. Точнее, ну оно то что, оно стопарик. Стопарик, задонати мне 100 тысяч, и я никогда стримить больше не буду. Хотя хуй знает, это мало, наверное. Ну когда-нибудь там, на полгода. Полгода точно не буду. Хотя на полгода за 100 тысяч я, блядь, тоже не проживу. Не, ну если полгода не стримить вообще мне, ни при каких обстоятельствах, ни с какими персонажами, то тогда да. 100к у меня нет на полгода. Сразу 100к. Придется выключать. Блять, и от этого времени полгода отсчитывать. Ну да, столько это же ничего, согласен. 2 месяца скромно прожить. Но я вот на полгода согласен. У меня не так сильно приносили доходы стрим. Я не буду полгода стримить. Если уж настолько меня ненавидите. Ну задонать и не увидите больше меня никогда. Ну полгода это минимум. Я там, может, устроить куда-то на работу и вообще не приду, не вернусь.
Ты уже, наверное, больше потратил на то, чтобы наш союз разрушить с Валентином. Видишь, что за меньшие деньги и вообще на полгода меня лишишься. Вообще, кто такой Макс? А вообще потом меня все забудут. Никто не узнает, никто не встретит. И до свидос. Нету Макса. Не, ну я честно выполню челлендж. Полгода не буду стримить. Ни с кем. И ни сам, ни на чужих каналах. Пожалуйста, сделай это. Стопай. Избавь людей от духоты. Для тебя, наверное, это хуйня. Как-нибудь. Ну есть, бро. Сегодня есть, вчера были, позавчера были. Ну, каждый день из 20, там, из сколько, 18 дней они были. Они окупают Валину жизнь. Более чем, так еще и мою. Да, на 100 тысяч могу. Не, я на 100 тысяч могу как раз куда-нибудь съездить, отдохнуть. Но потом надо же как-то жить, поэтому, если не стримить, то что делать? Блять, это тоже вот я не задумался. Придется работать. Да нет. Смотря какая мотивация. Может не он, я ж не только его одного, меня не только одного его не устраивал, может еще кто-то может кинуть, чтобы меня не было. Но это актуально только сегодня. Завтра уже это будет не актуально. Ну, спасибо. Как знал. Антиадр, здравствуй. Валя, ты не спишь? Сплю. Нервы и траты. Ну, мне нравится. Ну, не это, конечно, а вообще в целом стримить нравится. Вот когда интересно. А вот когда неинтересно, мне не нравится. Но мы сейчас запускаем неинтересные, в том числе стримы, потому что мы, ну, как бы нуждаемся в съемных квартирах, нас постоянно выселяют. Ну, деньги нужны. Мы же не просто так включаем. Я прекрасно понимаю, что надо что-то делать в кадре. Но у Вали украли сегодня водку. И тут был я не виноват. Единственное, виноват был то, что проебал время, уже было поздно идти, оставалось 5 минут, я бы не успел. Но Валя сказал, водки нет, у меня нет настроения. И лег спать.
А я тут ебусь один. И донатов нет. Ну все. Это пизда. Да нихуя Ганич не спит, Ганич ждет водочку, Ганич ухуёвый на отходах. Ганич, хочешь водочку? Если вежливо и с уважением попросишь, что я скину. Валь. 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 Валь, ты не спишь? Валь. Ну, чего? Блять, ну я спал за сутки полтора Донат тебе часа. пришел. Что? Просят, если ты попросишь на водочку, скинет вот этот человек, который сейчас прислал донат. Пусть оставит ее себе. Ты не хочешь на водочку? Нет. Почему? Ну потому что не хочу, я хочу спать. А если за донат, ты не будешь пить? Нет. Ну, пожалуйста. Ну, Да тебе-то чего? ну со мной посидишь, мне скучно одному. Ну, Максюш, ну я сейчас должен унижаться перед ним. А Ради зачем? того, что я буду пить через силу. Ну, а ты можешь просто посидеть и не пить. Как его зовут? Сейчас скажу. Дай мне телефон, я тебе скажу, как его зовут. Максим, у меня когда-нибудь телефон зарядится до 100? Ну, потом мы доведем. Там еще жить и жить. У меня еще только вон 80 с чем-то. А мы уже стримим, знаешь, сколько? Час. Это ты стримишь час. Так, а что мы хотим? Мы хотим сафари. Сафари. Мы хотим на сафари. Этого человечка, который задонатил последний донат, зовут последнее сообщение. Сейчас. Аноним. У тебя? Ну, видимо, да. Выиграл. Выиграл, да, который. Уважаемый аноним, я тебя очень прошу. Вот на душе реально паршиво. Я реально сегодня косякнул. Я не мог предугадать, что это какие-то там мошенники, преступники и так далее. Сам себя лишил, грубо говоря, водки. Я тебя прошу, сердечно, от всего сердца, помоги, пожалуйста, с донатом на водку. Буду тебе очень сердечно признателен. От всего сердца. Спасибо. Вот, вообще отлично. Вот попросил, так попросил вообще. Я бы сам все отдал. Все, прислал. Упивайтесь на здоровье. Меня зовут Изи Пизи, а не аноним. Как? Зипизи. Зипизи? Буду за тебя молиться, Зипизи. Спасибо. Спасибо тебе большое. Храни тебя Бог. Да, меня Пизи, Пизи, Изи, Пизи. Изи пизи. Все. Спасибо. Так, ну все. Мне теперь идти, да? Ну ладно, пойду. Что делать? Искать пойду твою водочку. Где ты ее искать будешь? Тише. Что где? Где Найдешь? найду. Уж, я не найду. Блять, у меня налички нет. А карточкой только могу оплатить. Ну и что? Ну да, похуй. Что, в магазинах Есть- карты? А, не, есть наличка, я вспомнил. Вспомнил, есть наличка. Так. Как ты ее спрячешь? Я, во-первых, с рюкзаком пойду. Во-вторых, я все равно потом переложу в рукав. И если она скажет, ну что, куда это выходили, с рюкзаком пришли, я скажу, я ничего, просто Ну, а пойду что, по досмотр, улице что ли? Погулять. Ну все, короче, тебе сколько надо брать вот? Ну ты будешь? Не знаю, даже если... Нет, я возьму пиво себе. Бери 0,25. Угу. Чекушку. И сок. Чекушку, сок Да. и пиво. Угу. И если хватит, возьми нам шаурму на двоих. Ну давай, да, возьму. Да. Ну тогда я дольше буду ходить, пока Да, делается.
Блядь, ну да, короче, я сделаю. Ты смотри, телефон вообще ни при каких обстоятельствах не Да, трогай. Сейчас я не трогаю. поставлю авиарежим. Да, чтобы не звонили. %, ну, блядь, я не знаю, как продержится. Нет, ну пока тут Ну, ничего пока не трогай, пока да. я чат читаю, 7%. Вообще, просто ничего не трогай. Да ни ну, в коем случае. блядь, И даже никуда не выходи. не ученого. А ты никуда не выйдешь, потому что я тебя закрою. Так вот именно. Мне надо к зубному идти. Мне реально нужно к зубному. У меня уже челюсть болит вся. Пиздец, у меня такой вид, как будто бы я всю жизнь пил. Максим пишет, чтоб ты 0,5 брал. Ну тогда я не буду брать себе пиво. Ну, да, тогда плюс сок, плюс шаверма. Угу. Никак не выйдет ему на пиво. Тем более сейчас водка-то будет по ночной цене. Да, водка по ночной цене будет. Стеценко, ты меня заебал уже со своими зарплатами, работами. Сиди, иди работай сам. Нет, бери 0,20. Чекушку? Да, да, да. Потому что я тогда не буду пить водку, я тогда пиво возьму. Да, да, конечно. Просто если бы мы взяли водку, как вчера, 0,5, мы с тобой вдвоем бы выпили, ты точно так же выпил бы 250 грамм. Да. А так я не хочу водку, Ну, я вот выпью пиво. Вот именно. Вот. А ты выпьешь ровно столько, сколько Да. не надо. Давай аккуратненько. Угу. Макс, иди, у меня телефон садится. Ну ничего, сядет, будешь разговаривать с шефом. Как я с ним буду разговаривать, если я его не вижу? Хорошо, не потороплюсь. Что-то такое тяжелое у меня в сумке, не могу понять. Что думаешь, что такое может быть? А, я не думал никакие вещи. Блять, я найду. Ну да, я понесу все-таки этот рюкзак, от воду у нас. Что? А, о. С вашего позволения я включу чуть-чуть погромче. Герман в Питер полетел. Вернулся? Молодец. Я вообще забыл, где мы находимся. А, не говори. А я знаю.
Говорит, не говори. Как будто я знаю. И что, время 10:30 еще только? Да. А, 10:30. Говорю, 10:30, да. Очень жалко, я сейчас меня пожалуйста. Блин, там плохая погода. Нелетный. Да ботинки здесь стоят. М. Бумажку взял от калитки? Да, да. Клоп, апа, ты пидор или педофил, а? А ты долбоеб и дебил. А кто такой Клоп, я не знаю. За границей я бы хотел побывать. Ну, для начала в Голландии. Не знаю почему, но вот как-то так. Душа туда лежит.
Да при чем здесь гей-клубы? Я просто хочу посмотреть на страну. При чем здесь Голландия? О, ну, при чем здесь гей-клубы? Простите, я просто сегодня спал всего лишь 1,5 часа. Сейчас задремал, еще проснуться не могу. В Израиле есть гей-клубы? У меня вилла в Кемере. Уже 7-й месяц не могу до нее доехать. Работа. Валентин Иванович, поедете в Кемер ко мне на виллу кутить с девочками и абсентом? Вряд ли. Ну да, я слышал, что там в Голландии это очень дорого. Там где-то 200, правильно ты пишешь, 200, 250, даже 300 тысяч, по-моему, доходит. Всем привет, друзья! Это Муз ТВ, и вы смотрите самый танцевальный и отрядный EFM Dance Chart. С вами сегодня я. Согласен. Про патриота согласен. Для того, чтобы показать вам лучшие танцевальные клубы этой недели, надеюсь, что вы готовы забыть о проблемах и зажигать вместе с нами. Новинка One Night от загадочного электронного проекта Duaman. Погнали! М. Да Максим только-только ушел практически. Неизвестно, сколько он проходит. Что не в каждом круглосуточном магазине могут продать. Привет, Саша Мамкин. Нет, в Калининграде тоже не был. Да, Леш, все хорошо. Спасибо. Комик, режиссер, ведущий, рэпер, актер. Практически нет ни одной грани развлечений, в которой Оливер Три не заявил бы о себе. За последние пару лет он стал одним
Что значит Косенко, ты Валеру забираешь? Я что, ящик? Мебель? Кто я? Куда забираешь? Путин хуйло, Клоп хуйло, Сосумов хуйло. Леш, я думаю, да, 6 числа встретимся. Пишет 6%, моего айфона хватит. Да, Леш, понял, Леш. Да нет никаких пятен. На встречу с Косенко? Ну, слушай, ну скинь 1,5 тысячи. Будет достаточно. Буду благодарен. Потому что я же не собираюсь с ним сидеть, кофе из автомата пить. $5К. Ну ты загнул. Друзья, в эфире наша любимая рубрика «Дежавю». Мы встречаем культовые российские группы Hi-Fi «Беспризорник». Были времена, когда это видео показывали в эфире по несколько раз в день. И это был А у меня карты нет, я не знаю, куда ты кинул. Спасибо, если... Так я не знаю, куда ты кидаешь. Ребят, ну хватит. 10, 5, 3.
Все? Да. Как? Да. Да. А вот и Максим. Я чаек туда немножко поставил, будешь наливать. Ты монстр. Сейчас разделюсь. Я думал, тебе еще полчаса ждать где-то. Нет, все очень быстро. Я б так не смог. Я же в доставке работал. Я- Я быстрый курьер. Да. Еще горячая. Так ты это кушай давай. Да, тоже вынесу. Ух. Давай. Так, дай секундочку. Я тебе. Так, все, я ставлю телефон на зарядку. Да. Там какая-то началась в чате бойня. Что Косенко... Ну, я же тебе говорил, что Косенко хочет со мной встретиться. Да. 6-го. Да. Вот. Там какой-то... Только ешь над этим, над столом. Ой, над полом. Я понял. Вот. Там какой-то под 888 какой-то ник. Знаешь, как возьми пакетик вот вниз, который вот, Да. чтобы она не порвалась. Да. Вот. Якобы закинул мне на карту 5000, чтобы я с Косенко встретился. Потом Косенко пишет, я тебе скинул 3000. Короче, там такая баталия идет. Баталия с Косенко? Угу. Ну. Никого не встретил я. Самое главное, бабушку не встретил. Ну. Она может Спасибо за донат. Русские братья, прости меня, пожалуйста. Какой я был ублюдок, когда выходил прыгать на Майдане. Живу в России почти год. Спасибо вам огромное. Владимир Путин делает все правильно. Простите русские нас. Угу. Что ты говоришь? Она на нас смотрит? Угу. Камера? Камера везде, на каждом шагу. Что думаешь, она как сова, блядь, не спит и смотрит? Угу. Кто спускается, кто нет? Или у нее камера зажигается? Не знаю. Ну вот, смотри. Но еще время-то не позднее, чтобы спать. Ну, не поздно, да. Смотри. Вот у меня, я когда Нестору камеру в храм ставил, Угу. ну, закупал, я покупал такие камеры ему, которые есть на телодвижение. Угу. То есть они сразу загораются. Угу. Может, у нее такие же стоят? Я это не понял. Кто вторая эта тетка? Ну, видимо, ее дочь, может быть. Они вдвоем работают? Макс, верни мои права. Косенко должен тебе денег с доната. Матморочки, напиши в чатике. Я просто снял с нее случайно сегодня. Это Карина. С Мурманска. При чем здесь Косенко? А у них контры между ними постоянные. Он к ней подкатывает, а она ему не дает. Так, он к ней подкатывает, у него же девушка есть. Ты сам-то в это веришь? Я скорее поверю, что у него дедушка есть, а не девушка. Да.
Значит, недаром мне сегодня шаурма снилась. Ясновидящий. Кариночка любит песни всякие разные заказывать мне. И вот и ей нравится, как я пою. Это не из немногих. Многие хейтят мой голос и мое умение петь. Вот пишет, Наумочка поет супер. Ну, не знаю. Мне Леша про свою девушку очень реалистично рассказал. Да? Может, он про себя рассказывал? Как он сам с собой отмечал 8 марта? Как с ним отмечал 8 марта его молодой человек. А, ну. Может, вместе споем? Мы уже спели. Максюша, а где ключ? Ключ? Ну, даже сейчас. Куртки. Не, вот. Бумажка. Туда, куда я сейчас ходил, гаражик стоит 120 рублей. В этом пятерочке в маркете каком-нибудь 69. Вот что значит ночные магазины. Я уж про водку вообще молчу. Не, я думаю, не, может и готов. Сытная, да? Да. Я вам оставил, потом даем. Даем. Спасибо тебе, Изи-Пизи. От души. Ну, водочку я на самом деле я такую никогда не видел. Ну, взял ее. Они меня пугали, что она паленая. Вполне вероятно, в таких магазинах она такая продается. Ну, акциз-то есть. Акцизка настоящая. Голограммы переливающиеся. Питерская ночь. Питерская ночь. Водка называется Питерская ночь. Ну-ка, а вот по вот этому. Есть. Это хорошо, да? Да. Плечка тут идет. Вот поели вкусно, да? Сейчас хоть на сон грядущий. И алкоголь нам никакой не нужен, правильно? Да. А зачем он нафиг нужен? Можно и без алкоголя жить. Максимочка, а сколько будут офнуть стрим? 3К. Правильно? К чему такой вопрос задал?
все равно ведь не задонатил. Как нехуй сейчас кто-то задонатит, и все, придется Да? лопать. Да. Ну, 3 А у тебя было? У меня было с телевизором такое. Я как товарищ, честный человек, подготовился. Поставил 2 ставки, причем обе зашли, на 2 футбольных матча. Думал, включу им стрим с футболом. Один я в соло, там, дома. Включил телевизор, все. Сколько надо, чтобы выключить игру? Я говорю, 1000. 1000 приносит. Пришлось выключить игру. Потом другой спрашивает, сколько надо, чтобы опять включить игру? Я говорю, ну, перебей 1001. 1001 присылает. Потом тот говорит, сколько надо, чтобы опять выключить? Я говорю, ну 1002. Он опять тот говорит, сколько надо? Я говорю, все, хватит. Вот на 4-м разе я говорю, я их остановил. Они хотели еще дальше продолжать закидывать меня. Так ты бы говорил 1100, 1200, Ну, 1300. не, ну я тоже не мог. Другой, причем ехал это Андрюша из ЛНР, он ко мне ехал в гости, ну как так тоже. Как ему в глаза смотреть буду. Надо было ему отдать деньги просто ему. И всё. А того это. Не, а тот был Олег Фомкин, тоже нельзя, тоже хороший человек. Ну, давай сок. Сок. А, сок я что-то не знаю. Лучше я на своем ключом открою. Ну, сейчас. Знаешь, сколько стоит? 120 рублей. Гаражик один. Вообще. Я уж молчу про водку, я даже не говорю. Ну, я так думаю, рублей 280. Ну, ты почти был рядом, да. 250. Ну, холодный. Холодненький. Ой, господи, вот когда-то я такие гаражики покупала кашу. Времена меняются. Не говори-ка. Не паленая. Не пойдем, нормально, да? Ну Нет. все, хорошо, я доволен. Если что, придем в этот магазин. Паленая, она бы тащила с притягой. Я спросил его то, что нормально, он говорит, да, нормально. У нас все, говорит, хороший. Он тебе по-другому мог сказать. Ну, по-другому, да. Ну, Нет, он сказал бы посоветовал тебе сказать, метиловый спирт. Берите вот лучше вот эту, сказал бы, да. Он сказал, ну, вот как. Сразу налей и спрячь сразу под одеяло. Завтра 10 вставать. Забрали наше пиво, такие вообще пиздец умные. Бабушки, твою водку, мое пиво. Ты понимаешь, если бы тут было 2 мужика, прости меня, килограмм под 100, хуй бы она что забрала. Ты видел, как она этих 2 мужиков выпроводила? Прям, да, мне кажется, она любых, мне кажется, такая боевая тетя. Она не то, что их выпроводила, она их морально раздавила. Полиции. Да. А они испугались. У меня опять проблема. Чего? Зажигалка нужна. Так тут же это было. Ну, раньше была, а вот теперь вот уже, видишь, новые гаражики стали по-другому здесь. Не получается. Не получается эта зажигалка. Может, другой гаражик. Потом открою этот. Не хочу мутить. О, а это цвет такой классический. Держи свою зажигалку. Что там на улице пиздец? Да, неприятно. Ну что, изи-пизи. За тебя, еще раз тебе повторюсь, дай Бог здоровья, благополучия, любви и, как принято говорить, побольше денег, а лучше много. Вот сидел без маски, а? Я хочу с маской. Давай. Давай.
Сачок хороший. Обычным ключом от двери. Ну, кстати, да, можно и ключом от двери. А у нас нет такого Ну, ключа у нас двери. такой другой, но у меня есть от моей домашней двери. А, Такой. ну надеюсь, этот лох зарядится, блядь, до утра. Да, конечно. Лошара, блядь. А были донаты, пока меня не было? А, был один какой-то. Угу. Ну, я ответил. Угу. Не оскорбите, но нормально. В основном они там в чате беседовали между собой, блядь. Угу. Что думаешь? М? О чем думаешь? Что снилось? Да ничего не успела сниться. Мне не успела. Я только задремал. А я тебе рассказывал, что мне снилось? Я тебе успел, я уже не помню. А что я тебе рассказывал? Ты мне не рассказывал. Не рассказывал? Я тебе рассказал, что мне говорю, что В у нас Египет. снится. А, Кейтер. Угу. В Египет за нами приехали. Но это ты мне позавчера рассказывал. Угу. Представьте, человеку снится, что за ним приехали хейтеры в Египет. Как это называется? Профессиональная деформация. Угу. Когда везде и всюду кажется работа. Угу. У тебя есть профессиональная деформация? Деформация? Угу. О, поначалу была. Ну вот, допустим, смотри, я когда уволился шоколадницей, когда начал там Нестору помогать в церкви, там, ну мы с ним ходили по кафе, там везде. Вот приносят блюдо, я, блядь, его вот так вот всего рассмотрю, не плюнули ли туда. Угу. Не еще где-то там ворсинка или еще чего-то, блядь. То есть там на меня вот так вот официанты, знаешь, смотрели. Угу. Типа, что он, блядь, вообще творит-то, блядь? То ли ёбнутый, то ли из санэпидемстанции пришел. Угу. Ну ты просто это, Ивлев на ножах. Ну, типа того, да. Спасибо, Слава. Ганич, тебе не кажется, что ведущие твои деградируют от одного к другому? Сначала топ-демон, потом неплохой Аркаша и более-менее Шкила с Саней. Никакой бы мрази он не был, но все же лучше дебила Наумова. Слушай, нет, мне не кажется, потому что Наумов хороший ведущий. Да, я не спорю, ему есть чему поучиться у того демона, который был в 2017 году. Вот. Ему есть чему поучиться у того же Давида. Конечно. Вот. А это бесспорно, и я с этим вообще не это. Вот. Ну, как бы критика должна быть обоснована. Да, и конструктивно. Да. И, в принципе, ну, если вы вспомните 2019 год, когда Аркаша начал сам, самостоятельно, без Шкилы, пытаться проводить стримы со мной, это тогда еще мой первый приезд, это же ноль полный. Ну, то есть вообще, он ни чат не может прочитать, ни мне вопрос задать, ни со мной чисто поговорить. А ведь роль ведущего это не только сидеть чат читать и вопросы задавать, Конечно, да? конечно. Вот, это ведь и личный диалог. Естественно. Вот, то есть этот диалог надо уметь построить. Как минимум. Да.
Вот. Аркаша тогда 0 был, полный. Да. Давайте, как говорится, Ну там не за диалоги вас полюбили, там вас за действия как раз таки. но в 19 году действий-то никаких и не было. Ну были, ты уж не помнишь, наверное. Подожди. Как ты падал в этой луже, блядь. А, ну, ты про эти действия? Ну ледоков еще тогда не придумали вроде, да? Да, тогда не было. Вот. Это вот уже в 21 году, когда Шкила стал от нас отдаляться, Угу. вот, Аркаш уже начал как-то осваиваться. Угу. Как-то уже начал, ну, себя немного проявлять. Ну и то, вот он сидел, тупо читал чат, задавал мне вопросы из чата. Угу. А вот так, чтобы диалог построить, Угу. я ему всегда говорил, я говорю, ты понимаешь, у тебя есть такая проблема, в психологии называется эмоциональная тупость. Угу. Вот у него это вот на 100%. Мы даже вот, я как-то, когда перед обыском в доме, он пропал на 2 дня. И 2 дня я был заперт в доме. Угу. А еда была у тебя? И что он потом, когда пришел, сказал? Бабушка через свою подругу договорилась, чтобы ему сделать коррекцию зрения. И вот в пятницу ему делали коррекцию зрения, а в субботу он ходил на контрольный прием. Ага. Я говорю, а откуда деньги на коррекцию зрения? А вот через бабушкину подругу там скидка 60%. Угу. Но оказалось, что это все неправда. Ну, это мне уже адвокат рассказывал. То, что ему просто задонатили на коррекцию зрения. 40 косарей. Угу. Вот. А то, что с бабушкой-то он вообще с мая месяца не общался. А это время-то ноябрь был. Вот. И я ему просто... Ну, он приехал, но он думал, что я тут все с голода помираю, Мгм. без сигарет умираю. Вот. А у меня и сигареты, и еда откуда-то. Он, Валь, а откуда? Я говорю, люди добрые помогли. Он такой, а как? Дом-то заперт. Угу. Я говорю, вы малолетние дебилы. Я говорю, а окна-то, блядь, на что? Угу. Да как кто тебе помог-то? Я говорю, как ты думаешь? Он, все понял. Ну, из ритуалки, Валентин. Вот. И вот тогда вот, ну, я на него, конечно, наехал жестко. Вот, он, я что, виноват, что ли, если вот повторный прием, я думал, в пятницу приеду вечером после операции, но я нихуя не видел после операции. Вот. Я ему говорю, Аркаш, ну ладно, давай расслабимся, без всякого стрима сходим в магазин в КБ, возьмем водочки, ты себе пивка, если хочешь, ну и посидим, просто пообщаемся. Ну, я просто решил его вот, ну, на разговор вывести. Максим, ты не представляешь. Я каждое слово из него клещами вытаскивал. Я ему одну тему, он мне, да, наверное, не знаю. Угу. То есть, ну, да не волнуйся. Да перестань. Время 11:30, что оно вырываться будет? Как ты относишься к Мадонне? Параллельно, Ну, сейчас она играет. Узнал? Нет? да. Ну, это старая песня, старый клип-то. Ей тоже уже годков-то, Ну, ей, да, 60, наверное. если не больше. Ну, вот близко. И может 58. Не знаю, сколько ей. Ну, 58, может 60. Ну, где-то так. Бабушка. Да, бабушка. А чем мы так тихо музыку слушаем?
я вот так сяду и буду видеть чат. Я тебе мешаю? Ну, ты можешь вот туда, как бы. Вот, да. Давай, да. Не, ну ты сядь туда обратно, ты в кадр. Так, тело быстро затечет. Ничего, потерплю. Так и вам годиков уже немало, Кирилл. Твоя правда. Но меньше, чем Мадонне. Кирилл, ты не волнуйся, скоро тебе так же будет. Может, ему уже давно так. А, это я знаю кто. Это Валентин. Какой Валентин? Мой товарищ. Он просто под именем Кирилла. А, У вас, кстати, одинаково. И он тоже Валентин, и у него аккаунт под именем Кирилла. тёс. Удивительные люди вообще. Оба Валентина, и у обоих аккаунта Кирилла, блядь. Родственные души. Давай. Ну, ты подумай, Валентин, насчет завтра. Мы же договаривались, ну ты понял. О встрече, о баре. Так, где мой бутыль? Бутыль у меня, а вот. Почему Луганскую область ты называешь ЛНР? Луганская область? Ну, потому что она Ну, потому сокращенная что- Луганская Чего? Народная Республика, аббревиатура ЛНР. Ну, все верно. 100%. А ты не знал, как, почему, почему ЛНР и почему, откуда буква Л в этом аббревиатуре А может ты не знаешь, как ДНР еще переводится? переводится? Расшифровывается. Ну да, аббревиатура. Нас в баре хейтеры накуколдят. Ну, не знаю, не знаю. Ну, мы не скажем название же бара. Нет, с плакатом выйдем. Будет стол, стул и темная стена. Да не, в баре они ничего не сделают. Ребят, не надо забывать о том, что Ну, пошел Есть- тогда нахуй, кончь. весь миф про хейтов создал Аслан. Что якобы здесь в Питере все нас будут хейтить, все нас будут там гнобить. Нет. Ну вот я же жил в том году в Питере. Сколько? 2,5 месяца. Ну да, я где-то ездил с Лешей Косенко. Где-то когда-то я ездил на встречи с подписчиками один. Я не боялся нисколько. Ну, знаешь, как говорится, чему быть, того не миновать. И ни разу я ни на кого не нарвался. Причем познакомился с одним хорошим парнем, Егоркой, он так периодически общаюсь до сих пор. Вот. Второй Никита. Ну, правда, сейчас уже переехал из Петербурга. Я, кстати, с Валентином ходил в центральную станцию. С обоими. Вот столько у вас общего. У обоих Кирилл второй аккаунт, блядь. С обоими я был в этом клубе, блядь. Обоих Валентин зовут. Прям карма какая-то. Пиздец. Чему быть, как говорится, того не миновать. Два А с кем ты Валентина. впервые познакомился? С ним или со мной? С ним. С ним? Мы с ним знакомы лет 13. М. А ему сколько лет? 30. Либо 29, либо 30. А, он моложе нас? Да. Ой, да ладно, ты сам всегда вот в клубе, сколько раз мы с ним не ходили, всегда нажирался и трэшил, такой трэш творил. Мне мои друзья говорили все время, блядь, опять Валек будет сейчас трэшить, нахуй ты его позвал, такая хуйня была. Ну Валя как нажрется, пиздец, действительно трэшовый. Я школьник почти, ну да, конечно, школьник он почти. 30 лет. Ну, а мы студенты. Ну, а вот мы вечные студенты. Тем более, а я буду. Меня не остановить.
Ты у нас ненасытный. Все мало алкоголя. Ну, ты знаешь, это же у многих как на язык попало, так хуй остановишь. Какая многообразная фраза. Многозначимая, точнее, ну, как бы несколько значений. Двузначимый. А я удаляю сейчас каждый стрим, Валентин. Да если мы пойдем тусить, мы же не будем стримить. Мы будем тусить, а зачем стримить-то? Ну, палить? Ну, Зачем? Ну вот Смысл именно, вот как раз таки в данном случае хейтеры настигли. Да. Итак, знаешь, ну, Валентин, итак, как бы не ровен тот будет та минута, когда нас узнают. Сегодня опять, кстати, нас узнали на улице. Ну, так, молодежь выходила из потом калитки. такие повернулись и смотрят такие вслед. А Валя такой, опять Валентин. Ну, там баба какая-то просто там что-то на меня зыркнула. Валентин! Я сделал вид, что я ничего не слышал. Прошли дальше. Нет, просто если один человек, я могу остановиться, как бы, ну, я знаю, что человек хочет сфотографироваться. Но когда там, прости меня, толпа, нахер мне это надо было? Я, конечно, понимаю, что они все там, половина школьников, половина там первокурсников, но береженого Бог бережет. Хоть и место людное было, но... Валя, выпей, что ты это? Давай. А донатки-то закончились. Самое, знаешь, Макс, самое страшное для меня было, это вот когда меня стали узнавать, первый раз меня узнали, когда я поехал в Брянск. Угу. И когда меня в позе узнали футболисты Брянского «Динамо». И что ты с ними сделал? Со всей командой? Макс, ты так вопрос задал, ну как-то каверзно. Каверзно, да. Ну, ответь так, как вот душа. Ну, короче, узнали из всей команды, сколько там, 22 их человека было? Да, 22. 22 или 23? 22 пипетки. Вот. Узнало меня 5 человек. Ну, которые, видимо... 22. Да, которые, видимо, смотрели тогда стримы с демоном. Но я же тогда больше ни с кем не был. Угу. Вот. Ну, с Паниным был. С тобой тогда был. Ну, а больше-то все, больше ни с кем не был. Вот. И я начал с ними прямо в вагоне фотографироваться. А я ничего, подожди, объясню человеку. Ну, Наум, признай, ты ничего с ним не можешь. Во-первых, были несколько завозов, и многие стримеры это признали. Во-вторых, я не собираюсь, не, подожди, чего-то мочь с Валентином или чего-то не мочь. Мы включаем, мы разговариваем. У нас нету ничего тут такого, что вы обычно привыкли. У нас дружеский стрим. Без трэша. У нас не трэшовый стрим. Валя приехал отдыхать, а не завозить. Никто вам ничего не обещал, никто ни за что не платил и так далее. А ей не нужны такие деньги, чтобы потом поехать по этапам. Ну. Вот. И, короче, мы стали с ними, скажем, сфотографироваться. Подбегает проводница. Что вы здесь творите? Я говорю, фотографируемся. Кто вам разрешил, здесь запрещено? Я говорю, а здесь что, простите меня, режимный объект? Ну, вагон. Что это такое? Угу. Храм Божий или режимный объект? Почему нельзя фотографироваться в вагоне? Угу. Я сейчас полицию позову. А этот там один из футболистов говорит, так зовите. А еще не забудьте начальника поезда. Угу. Пиздец. Терминатор, привет. Опять не. Да, мне надо подстричься. Мне не нравится. А так не видно моих морщин. И моих, лысеющих волос. Хватит. Боли. Так. Терминатор, люблю тебя я.
Тогда ему отдохнуть, а не используй каждый день для заработка. Ой. Валя, ответь на это. Дай ему отдохнуть, А не используй каждый день для заработка. Если я... Ну, во-первых, я уже отдыхал. Максим знает, я спал практически 2 дня. 20... Почти 24 часа. Ну да. Ну, как спал? Спал, просыпался, спал, просыпался. Короче, ребят, понимаете, 12 дней марафона, ну, вы поняли, какого, любого выбита из колеи. Вот. И рано или поздно начнется такой отходняк, когда ты просто не сможешь голову поднять. Вот. Максим видел, что я не мог ни есть, ни пить, вообще ничего. Меня тошнило, меня крутило. Вот. Я до туалета-то еле-еле доходил. Ну и, короче, во сколько я там уснул-то? В 6? Чего, в 6 утра? Ну, сегодня? Не. Тогда? Тогда. У Кости? Да. А я даже не помню. Ты Ну, всё время ночью, спал. короче. Ну, ночью, Ну, да. где-то ночью. Короче, ночью где-то, ну, допустим, в 3 ночи я уснул. В 2 дня я проснулся. Потом я опять уснул. Потом в 4 я проснулся. Потом опять уснул. Потом в 6 проснулся. Ну, и так вот периодами. И мне полегчало уже только часам к 12 ночи. Я уже смог воды нормально попить. Угу. Вот. 2:30 Макс лег спать. Угу. И вот я всю ночь пролежал. Ну, как всю ночь? Ну, часов до 5:30 утра. Вот. Меня просто вот, ну, как бы крутило, вот, ну, туда-сюда, тело ломило. Потом уснул, и проснулись мы уже где-то, наверное, часов в 10, когда Костя пришел. Вот. Я вот тогда уже проснулся, и я уже все, я уже на ногах. То есть после таких марафонов, ну, мне надо, конечно, отлежаться. Ну, собственно, ты это и сделал. Ну, тогда видишь, тогда мы ведь пили как? Я ведь по 0,5 выпивал. От часто я стараюсь 0,5. Ой, 0,25. Ну да, стараешься. Но иногда не получается. И опять приходит к 0,75 и 0,5. Ну смотри, вот вчера мы все равно с тобой сколько выпили, да? Ты выпил в лично где-то 0,5. Но я сегодня весь день себя нормально чувствовал. Ну, мы уже со дня начали пить водочку. С какого дня? Ну, с 3. С 2:30. Ну да. Ну. Ну, ты начал пить водочку, я-то не пью. Пиво. Ну ничего, ты вчера хорошо хлебанул. Ну да, ну Что-то да. на тебя вчера накатило, наливай. Чатик умер, да? Или у нас тут он завис просто? Такое бывает, то, что тут все зависло. Да включи мне, пожалуйста, свой телефон проверить. Ну, потому что вот это давно сообщение просто уже очень. Значит, у нас завис чат. 30 минут такое бывает, зависает. Может, ничего не пишете. Тоже такое бывает. Да, все пишут. Это у нас тут зависло, все подвисло. А тут пишут. Картинка идет, чат не идет. Ну да, вы пишете как раз таки. Вон. Что-то делаем. А просто не все пропускают. Правильно, если плохое пишут, Кариночка, не пропускай. Как у тебя, как у Вали был последний раз, когда был последний раз секс? Секс последний раз был в декабре. Когда? В декабре? Когда в следующий раз будет, как ты думаешь? Одному Господу известно. Думаешь, летом? Может, зимой. Так зима уже прошла. Так я про следующую. Предстоящую.
То есть так долго без секса, все лето без секса, всю весну без секса, всю осень без секса. Ну, я как-то до того года 7 лет без секса прожил. Я уже думал, все, асексуалом стал совсем. Ну нет, потом растревожили, да? Да. А ты бреешь везде волосы? Мгм. А они у тебя есть? Мгм. Не люблю брить. А люблю, когда все естественно. Чат умер, донаты застигли. Такое бывает. Ну, мы будем выключаться скоро. Ребят, мы сегодня целый день, надо поспать иногда нам. Мне, по крайней мере. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за Донат. донаты. Вы Давай лучше. за донатеров. Сейчас Давай. выпью. Выпьем за донаторов. Что, пошел чат? Угу. Пойду перекурю и подумаю об этом. А чё? Да тут некоторые просто. Уй, нашли водку. Дмитрий, нам задонатили 1000 на нее и на шаверму. Да есть водочка, есть еще. Между прочим, называется «Питерская ночь». Вы такую водочку вообще слышали хоть раз? Фирменная. А во сколько лет ты понял, что тебя не привлекают девушки? Я же говорил, в 16. А в 15 они привлекали еще? Я. Ну тогда еще такой возраст был, что не понимаешь, нужны они тебе, не нужны, и как-то... Не, ну на самом деле, вот где-то с 13 уже я начал понимать, что они меня подбешивают. Здравствуй, хуйстаны. Мы сидим, общаемся, лампово, пьем пивко, я варю водочку. Вот. Находимся в Санкт-Петербурге, в городе Герои. Кому ты экскурсию делаешь? Хуям сатаны. Господи боже мой. Попроще нельзя ник было придумать. У тебя был вообще секс с девушкой хоть раз? У меня? Да. Нет. А хоть раз вообще вставал на девушек? М-м. Даже вот на фотографию, там на Не. голую девушку в телевизоре. А-а. Мой парень, ну, первый мой парень, даже проверял меня. Ой, как проверял? Включал натуральное порно. И смотрел, не встаешь ли? М. Ну там же в натуральном порно тоже, там мужчины же тоже присутствуют. Он выбирал такое порно, где там в основном... Женщина. Да. Да так разложи на порнухе. Хитрово. Доказательство ориентации. А ну-ка смотри, блядь, и смотрим, встает или нет. Это ужас. Не повторяем, осуждаем, не пропагандируем. Не, ну просто он меня ревновал к каждому столбу и просто боялся, что я там еще меня бабы привлекают, как бы. Саша, я 100% в этом уверен. Ты смотришь же порнушку? А кто ее не смотрит? Ну вот я тоже думаю, кто ее не смотрит. Сейчас, по-моему, лет с 13 смотрит молодежь.
Не, наш друг не про однополую любовь говорит, он про свою любовь говорит. Ты неправильно понял, мы не пропагандируем. Наоборот, Валя говорит, что не смейте туда, в эти ямы залезать. Даже? А то будет вот так. Не, ну я верю, что у Вали когда-нибудь встретится кто-нибудь. Любовь. Опять-таки, мы как-то не даем пола никакого, да? А какой любимый жанр, спросил Валька? Чего жанр? Жанр. Ну, видимо, фильмы. Люблю комедии, боевики, триллеры, катастрофы. Ну вот, 4. Ну тогда ну, не был. В ночном клубе. Максим, Что случилось? я так и не сходил на Чебурашку. Ну, Чебурашку. Будем с торрента смотреть. Что? Я тебе включу Чебурашку. Мне надо новую. Ну, естественно, будет новая. Меня Демон пригласил, но так и прокатил. Потому что Гроу постоянно был не в минузе. То билетов не было, то Гроу не в Валя минузе. продинамили Чебурашкой. Я представляю, блядь, с Гроу пришел на Чебурашку, Дим, ой, 5 минут и это- Гроу. Валь, спрашивали про жанр в порно. А, про жанр порно? Триллер катастрофа, да. Так нет, ну не Порно в уточнили. самолете. Не уточнили, я как бы ответил в традиционной тематике. Да, вообще, ну как бы, все кроме БДСМ. Нет, ну Валентин может говорить о том, кто он по ориентации, это не будет, я считаю, считаться. Да, это вся страна знает. Во-первых, что ему теперь, обманывать всех? Ну что за бред? Он С 2017 года каждая, простите, в кавычках, собака, которая смотрит YouTube и Демона смотрела, Валя, я тебе рассказывал лично. Ну, это я тому Вале. вот. Каждый человек, который смотрел нас с Демоном, знает, что я гей. Ну, тише, не кричи ты так. Сейчас придут, арестуют. Кто? А за что? За то, что я гей? А у нас что, 37-й год? Воронок приедет? Ну, хватит, Валя, постри уходим. У нас пропаганда запрещена. А это не пропаганда. А вот что значит это? Пропаганда? Ты же говоришь о себе на публичном стриме, в прямом эфире? Нет, я это говорю лично человеку. Нет, ну как нет? Ты же осознаешь, что сейчас идет Ну, прямая у тебя, трансляция? у тебя на канале стоит 18+. Да, конечно. Ну и все. Так а у нас пропаганда среди взрослых тоже не разрешена. Ну, я же не говорю, да. Ну, ты не говоришь, что ты не призываешь, и там и не пропагандируешь, вот на мой взгляд. Хорошо, а если в новостях будут про геев говорить? Или фильм какой-то будет, там, там геи, да. Ладно, все, молчу. Все, Всё. В новостях могут теперь вообще о них говорить? да. Ну, это СМИ. Блять, опять этот Пирожков. Артур? Ну, наливай. Я уже одну выпил, давай наливай. Блять, чуть не прочитал, блядь, со своим куриным зрением «Путинская ночь». Путинская ночь. У меня.
Тебе прикол рассказать? Да. Короче, поехали мы с Аркашей на очередное судебное заседание из Навли в Брянск. У нас не было никогда секса с Валентином. Кого? Ну, один Валентин спрашивает, был ли у меня с тобой секс. Скорее у меня с тобой был, чем с Валей. Ну что, налил? Мне можешь дальше рассказать? Да. Вот. Ну и Аркаша, ну как, чудик, забыл маску. Я говорю, пойдем в КБ купим. Пошли. Там висит на входе объявление. Слышь? Угу, угу. Икра от Путина. 359 рублей. Красно. Икра, ну, название само. Икра от Путина. 357. 359 рублей. Есть. Я говорю, Аркаш, пойдем посмотрим, что это вообще за икра такая. Даже разного. Нет, не знают. Ты знаешь, где сидит Аркаша, спрашивает? В Калуге. В Калуге? Ну, пока они сейчас в Брянске. В СИЗО. Пока судебные заседания идут. Ну, на этом, я думаю, мы подходим к завершению потихонечку, легкими движениями. А скучаешь вообще по Нестору? Ну да. Давно его не слышал. Что? Слышал, когда последний раз? Я с ним созванивался в феврале. Давай позвоним ему. Ты что, дурак? Время. В монастыре отбой 8 вечера. Вечер 8. То есть они спят в 8 уже? В 8 вечера они ложатся спать. В 4 утра служба начинается. Угу. Я бы ебанулся. И ты так же жил? Нет. Я же не в монастыре жил. Мгм. Да, знаем мы. Хватит нам уже об этом говорить. Мы и без Дискордова проживем. Да, тяжелее будет. Ну ничего, прорвемся. Ну, смотри, у меня в Ганичев официал 1200 подписчиков. Будем там постить. В ВК постить будем. Да господи, ну, Ну, сам канал тоже оповещение им придет. да, да. Кто подписан? Другие паблики тоже некоторые постят. Трагедия не Он, случилась. Валентин, пишет, я без Дискордова всю жизнь живу и ничего. Ну вот. Валя, как думаешь, а Катя дождется Шкилу? Я думаю, уже не дождалась. Создайте свое село. Так у нас у каждого есть группа, в принципе, и канал. Ну, в телеге я имею в виду. Просто мы не развиваем. Там надо много всего делать. Это время... А мы лентяи. Ну, по крайней мере, я. Валя вообще
Ты смог бы создать что-то, группу, владеть всеми этими модераторами, там все это контролировать, нарезки, хуески, Это гифки? надо сидеть, знаешь, Целый это день в этой группе. безотрывочно. Конечно, конечно. Развивайся. Так вот, у меня группа потихонечку развивается. Вот подписывайтесь на телегу Мирмуский Наумов. Она потихонечку развивается, она растет. И дай бог будет развиваться дальше. Без меня там уже разговаривают, я уже там не нахожусь, а они там разговаривают все. Ну, как у меня было. Ну да. Ну у тебя что-то в последнее время тишина. Ты вот вообще закинул группу. Хотя имеешь возможность зайти в нее и попиздеть со своими зрителями. Да мне достаточно только голосовой чат запустить. Давай запустим. А сколько? А у тебя мало процентов, да. Ну, я часто зарядку поставлю, туда вон сяду. А, к зарядке ты имеешь в виду? Да? Кстати, вариант. Но тебя не будет не видно в кадре, нет, это не вариант. Не. А, ну, в кадре да. Да. А слышно будет, да? Нет, а в кадре да, в кадре никак. Ну, слышно будет. Это да. Ну, что-то одно, либо слышать, либо видеть. Два в одном не бывает. Так, ребяточки, мои хорошие, я вас на секундочку покину. Что-то действительно маленький онлайн для пятницы вечера, это пиздец. Мы вот действительно очень А тупо. ты не смотрел, кто стримит? А? Нет, не смотрел. Ну дохуя кто, практически все, кого я знаю. Ну, Демон 100% не стримит. Ну единственное. Ну, а что, Аслан стримит, что ли? Ну хуй его знает. Почему нет? Смотри. Что это такие за сообщения, Максюш? Где? Вот. Показать, скрыть. У тебя, ты модератор, и ты можешь какие-то на модерирование оставить сообщения, чтобы он вошел или скрыть. То есть эти сообщения видишь только ты. Асланчик Стопик стримит. А что за игры? Что за имя? А что? А? А что за Егорка Мидия завозит? Что за Егорка такой Понятия не имею. появился? Песня 200 рублей, чулбан 200 рублей. Что у нас Ты еще к есть? чему говоришь? Ну, вот, что у нас есть? Что еще мы можем сделать? Спать лечь. Песня 200, чулбан 200. Что, у меня зрение совсем? Проставите завтра, если в баре, если к вам приеду. Кто пишет? Кирилл Данилов. Мы должны проставиться? Откуда? А зачем? Ну, не знаю, вот написал. Это Валентин его зовут. Ну, я понял. Валентин, а почему мы должны проставиться? Ты думаешь, у нас дохуя денег? Я думал, это ты проставишься. Кинь мне зажигалку желтую. Да не вставай, просто кинь ее, она справа, Валя, я отсюда ее вижу. Нет? Она у меня в кармане, как ты ее можешь видеть? Не поймал. Валентин, вы лучший. Максим, спасибо большое. Освободиться проверю.
Максим, слышь? Да. Начинает как в первом классе. Валентин, проверьте, у Максима спина белая. И? Господи, дети, а. Ну, это не смешно. Ничего не понял, не понимаю, что он пишет, что он имеет в виду. Тоже так. Еще раз, если я к вам приеду, проставитесь в баре, если вы ко мне приедете, проставлюсь за одного из вас. Да, все логично. Если вы ко мне приедете, проставлюсь за одного из вас. Ты не боишься нас к себе приглашать, Валентин? Я не понимаю. Мы можем, в принципе, и к тебе приехать завтра. Или нет? Я не знаю. Давай завтра созвонимся, Валь. Об этом поговорим завтра уже, не на стриме. Валентин, ты услышал, тезка? Сегодня православный праздник, сейчас я скажу. Кстати, всех с 1 апреля. А, вот они к чему говорят, у тебя спина белая. Думаю, чего спина белая, к чему они? Так, 1 апреля. Угу. А, да, сегодня праздник. Сегодня православный праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Великий пост – это не православный праздник. Это время покаяния. Максим, ну какой тур по России? Ну откуда финансы? Ну какой тур по России? Ну ты о чем? Ты выступишь инвестором? Пожалуйста. Я хоть завтра начну выезжать. Что совпало? Нет, программы у меня нет. А у меня никаких концертов не бывает. Ты о чем? Ты меня с кем-то спутал?
Нет, желания нет вернуться. Макс, пишет, Валентин, проверьте донат. Сейчас проверю сам. Ничего не трогай. Да я-то что ж буду? Бля, чё, вот он так говорит, ничего не трогай. Как будто я умею что-то трогать. Алексей Косенко, когда я у тебя был, ты мог интервью записать с полпинка, но ты этого ни хрена не делал. А теперь тут вдруг реально ночью захотел. Я перезапустил донат. Я не знаю, что вы. Въебываетесь, никакого доната нет. Ну, может, они подъебают с 1 апреля. Ну, 1 апреля же. День дурака. Поздравляем. Дураков. Расскажи, почему разочаровался в церкви. Кто тебе сказал, что я разочаровался в церкви? И почему я должен тебе сейчас рассказывать, сидеть? Ты кто? Интервьюер? Журналист, корреспондент? Кто? Ну почему я должен тебе это все сидеть разжевывать? Ты хочешь у меня интервью взять? Пожалуйста, составляй список вопросов, готовься к ним. И тогда приезжай, пока я в Питере, приезжай в Питер, плати определенную сумму и бери у меня интервью развернутое. Я тебе все популярно разъясню. Почему я должен так бесплатно вам тут сидеть разжевывать? Так, я вот этому чуваку, вот под таким ником, я ему вообще не отвечаю. Не отвечай. Ну, потому что хейтер стопроцентный. Косенко спрашивает, почему пиздарванки имеют модерки? Это не ко мне вопрос, это не мой канал. Вот Карина, она просто тебе не дает, и ты ее называешь пиздарванкой. Карина, ты имеешь право его забанить на минутку. А что там даже на минутку может? Ну, на 5 минут. А. Леш, чего ты пристал к этой Карине? У тебя есть девушка. Или вы разошлись? Он что-то из крайности в крайность. То у меня интервью взять, то почему в этом Мгм. на канале пиздарванки модераторки. Да. Блять, я его не понимаю. Да он сам себя не понимает. Я лично тебе рассказывал, как в церкви дурят людей? По-моему, нет.
Наумов, почему ты так нетерпим к хейту? Нетерпим? Мгм. Почему? Если бы я к нему был нетерпим, я бы, наверное, в стримах вообще не был. Нормально отношусь к хейтерам. Не надо пиздеть. Даже где-то люблю. Ну, сколько лет куришь? 14. 14. А давайте я буду решать тогда, когда мне пора в Ярик. А не ты мне будешь указывать. Тоже мне указатели нашлись. Ты не медиа-личность. Ну, конечно же, только ты у нас медиа-личность. Кто я такой, вообще непонятно. Угу. Держи, я выпью. Угу. Все они медиа-личности, но только не Ганичев, не Наумов, а только, наверное, Косенко. Валентин Васильевич, 500 рублей. Валь, ты ударишь меня? Нет, Леща. нет, Ну, такой вот лещ, вот, сильный, вот по лицу. просто. нет. Вы что, с ума сошли, что ли? Я не хочу сесть. Ну уж, я же в здравии говорю тебе ударить. Ну, как бы, трезвый. Я даже водку не пью. Еще раз говорю, нет. Я по православию не могу поднять руку на человека. Секундочку. Оп. Оп, оп, оп. Что фигня играешь вообще на этом условии? Где-то не специально убиваешь меня? Включай мне эту квартиру. Как? Есть что-нибудь железное? Нет, Обо что можно ебануть? Нет у меня ничего. Ну да, неудобный ключ. Не подцепить никак. Ты же ключ сломай. Колупай зажигалки. Ну давай, конечно, пластмассовым. Нет, вот этой штучкой, колечком. А? Нет, не получается. Открывай зажигалкой. Ты с ума сошел? Теперь ключ кривой стал. Ну так ты это сломал. Ну что теперь? Сделай круглый теперь его. Как я тебе сделаю? Да. Новый надо покупать. Ой, господи. Где зажигалка-то? Ну, Максим, ну была же здесь. Желтая. А где зеленая? Нету. У меня есть крышечка. Ничего, это крышечка. Когда Китай раком. Надо, вот не желтый неудобно, Валя. А где другая? А вот не знаю. Ну
вот посмотри у себя в карманах. Ты все в карманах себе ныкаешь. Нет, вот в этом нету. Вот в этом. Да, есть. Давай я Ты давай сам. А ты умеешь открывать? Ну, раньше открывал. Ну ты вообще, Валентин, просто. Все. Ты меня подкупил этим. А я бы скинул 500. Ну, православным быть игеем это норма? Чего? А православным игеем быть это норма? Нет, конечно. Нет, конечно. Все, Валя открыл мне кружечку. Давай вот крышки все соберем. Нет, пока не будем выкидывать. Пускай не допьет. Да. Так я что, выпил, что ли? Нет, ты, по-моему, не наливал даже. Вот и я думаю, что-то не чувствуется. Походу, они не донатят нам. Не донатит. Представляешь? Да как-то. Давай. Это у меня новый вкус, знаешь какой? Что это прям Вишня. лишнее. Угу. Ну давай, за вишню. Давай. Не, Валентин сегодня ел шаверму, сегодня ел также, что ты ел сегодня? Бутербродики, также ел сегодня чебупели, ой, Чебус сосиски. сосиски. Пюре еще ел. Мы с Максиком две штуки на двоих съели. Да. Нет, я не голодный. Я вон даже шаурму-то еще не Не доел. доел, да. Я оставил, потому что, ну, целую я не могу съесть. Для меня питерская Причем шаверма... это даже не двойная, это обычная маленькая. Для меня питерская шаверма это очень много почему-то за раз. Помнишь, мы тогда с тобой брали? Да. Вот на второй гостинице, которая жили. Да. Тоже ели аж 2 дня ее или 3. Я ее за 3 раза только съел. 3 подхода, да. И сколько она там стоила? 200, да? А я даже не помню, 200 с чем-то может. Ну, 210, 220. Мгм. Не больше. Ну, искали Но- мы ее но- долго но- среди ночи. Хуя, сколько мы обошли. Всю мойку обошли, мы на мойке жили. По всему чему? Мойка, набережная реки, А. мойка. Мы туда, сюда, все закрыто, все перекрыто, блядь. Но время-то было 2 или 3 ночи. И нашли самую близко, ну, самую, которая открыта, ближе к нам. Ну, бродили, ходили, кругами. Мы, короче, круг сделали целый. Потому что там нам показывал, ну, как бы, Навигатор. навигатор, что там работают. Мы приходили туда, а там нихуя не работает, блядь. Да. Ну, то есть, как бы, если бы мы знали, что где действительно работает, надо было туда идти, сразу в другую сторону. Ну, я вот уже, когда, точнее сколько, второй раз приезжаю, ну, не второй, конечно, раз приезжаю в Питер, но второй раз убеждаюсь, что в Петербурге
самая вкусная шаверма. Спасибо за донат. Валентин Улугбекович, у вас с пищеварением как? Не поносят? А то ведь алкоголь убивает микрофлору кишечника. Часто поносите? Живот побаливает? Понос какого цвета? Зеленый, землистый, черный. Да нормально у меня стул. Никакого поноса у меня нет. Ты гастроэнтеролог. Видимо, хочет это сделать, может быть, это массаж. Чего? Простата? Простата, да. А при чем здесь простата и кишечник? Это все взаимосвязано. Я тебя умоляю. Вот, а я вот пробовал, ну, ел шаурму. Ну, в Питере это шаверма, а в других городах это шаурма. А шаурму ел в Брянске. Угу. Я не знаю почему, но там такая тенденция, где бы ты ни купил ее, она всегда лаваш из слоеного теста. Угу. А я ненавижу слоеное тесто. Мгм. Вот вообще переваривать не Мгм. могу. В Ярославле, вот если ты покупаешь шаурму, тебе туда столько капусты нахуярит, как козлу, блядь. Угу. И она сухая. Угу. Вот где бы ты ни взял, Угу. везде одно и то же. Как будто по одному рецепту. Мне очень понравилось, ну как бы это не банально звучало, мне понравилась очень шаурма на Ярославском вокзале. Угу. Очень. Вот помнишь, когда я из Брянска Мгм. в Ярославль ехал? Я вот там пересадку делал, у меня там до поезда оставалось 40 минут. Думаю, дай перекушу, а то, ну, чё. Очень, очень вкусная. И всего 180 рублей. Угу. А у меня оказался потом еще билет с питанием. Ну так, питание такое условное, конечно. Ну, я вот либо в Питере, либо в лаваше люблю. Я не знаю, что такое, ну, как... Пита? Ну, лепешка. Белая, ну, как обычно, без вкуса особо. И, Пшеничная лепешка. ну, Пита. Ну, две питы кладут, и вот сворачивают ее, и вот получается такой рулетик. Вот это вот поначалу шавермы были в Петербурге еще в 90-х. Ну и сейчас можно встретить в Пите. Ну, большинство сейчас шавермы, они в лаваше, делаются в лаваше. а что вот ты помнишь? А лаваш это что? Это же не слоеное тесто? Нет. Лаваш это как обычно. Это блин, Ну, блин, да. да. А что вот ты мне тогда говорил на тарелке? Ну, то же самое, просто как бы разложено все на тарелке. А, то есть, Отдельно С- овощи, отдельно мясо, отдельно там. Еще То есть- картошку фри добавляют. шу. Ну, в смысле? тарелку в эту. А, На тарелке. На тарелке. м. То есть он там ничего не... Ну, и отдельно дают там лаваш или там питы. М. Тоже. Ну что вкуснее? Я люблю, на самом деле, вот не на тарелке, если честно. Ну, классическую. Ну, классическую, да. Классическую или Мгм. двойную. Ну, я двойную всегда беру. Я классическую маленькая. За сколько поцелуетесь? Нет, мы не целуемся. Долго вы еще в ноль стримить будете? Что ты взял, Ренхук, что мы в ноль? Так, а это пресное тесто, пресное как стрим. 357, бесспорно, он пресный, он и будет пресный, поскольку нет никакого трэша. Валя в Петербург приехал не завозить, а отдыхать. Прекрасно понимаю, то, что донат особо это не принесет, и онлайна, и доната, и всего, и одобрения. Ну, я так понимаю, Валентину все равно на то, что там вы любите над ним издеваться. Как говорится, это ваши проблемы. Поэтому, ну, вскоре отключаемся, так что потерпите еще немножко.
Я предлагаю просто в следующий раз вообще включать без чата. Нахуй вообще чат нужен, если там постоянно хуесос. Ну, тогда, если не будешь читать чат, то тогда онлайн будет падать. Ну, естественно. Им же надо увидеть наши эмоции. Угу. Пускай через донат их проявляю. Ха-ха. Валентин, сколько у Максима сантиметров? Представляешь, что пишет-то? А откуда я могу знать? Ну, ты же иногда говорил, что я просыпаюсь, там, иду, это видишь. Нет, ну я могу предположить, но я не могу утверждать. Ну, да, не ценник это не мерил. Ребят, ну это личное дело Максима, ну что я буду? Валь, поехали на Думскую? Куда? На Думскую. Ну, поехали. Поехали? А что этих ноунеймов читать? Угу. Согласен. Ладно, ребят, добиваем пивко и едем на Думскую. Ищите нас там. Час 10, самое нужное время. Самое Два движухое. начнется шоу-программа. Там еще шоу-программа будет. Да, 20 минут надо ехать. Через полчаса выезжать. Чтобы успеть. А что там за шоу-программа бывает? О, Я думал, это обычные бары. Да нет, необычно. А ты про ту Думскую, которую я думаю? Да. А я все понял. Думаю, что за шоу-программа, блядь. Сколько раз был на Думской, блядь, никогда не видел. Ой, Евдоким шоу, говорят. Не, Евдокимов шоу в Москве. Почему в Москве? А? Почему в Москве? Ну, он каждую неделю там выступает. Каждую неделю? Практически, да. Я не знаю, клуб «Шанс» сейчас вообще живой? Не знаю, не знаю. Ну, вот я в его застал еще. Я тоже. Я тоже застал. Но мне тогда останься. Сейчас будет Евдоким шоу. Я когда не люблю это Травис шоу, блядь, отстань. А, вот Евдоким шоу. Это я тебе послышалось, он просто про Евдоким шоу говорит. Ага. Ну. Евдоким шоу я тоже видел. Вот. И, короче, я остался, ну, мне настолько понравилось. Блядь, 1,5 часа это такого зрелища. Это, по-моему, Заза Наполи так не может завести. Из Азнаполя я застал. Я лично с ним знаком. Я, ну, с ним вне образа. Образ, он в образе, она когда в образе, он когда не в образе. Мужик такой 2-метровый. Да, он крупный такой. Хуй бы когда подумал, что такое вообще огромный человек Может быть. занимается, ну, вот, то есть такой жанр в виде женщины выступать и стендапить. Смотрите, я такие живые, настоящие. Нет, где тут гей? Тут геев нет. Вообще. С чего ты вообще взял? Мы рассказываем про фильм «Полицейская академия». Тун-турун-тун-тун-тун. А, ну да. Этот с тросточкой. Кстати, умер Когда? в том году.
Кто из них? Вот который был злой, который там же и тот был с тросочкой, и тот был с тросочкой. Ну, который глава полицейский, который был, который вот там, Который всех строил. Козни строил. Да. Вот который Вот Козни он, строил. да. Вот он. Это онкология. Да там все практически актеры ушли. Так фильм-то какого года? Тоже. Я вот, знаешь, если честно, я его толком-то уже даже не помню. Я вообще, Хотя я все помню, все помню. Хотя смотрел захлеб. Ну, мне тогда лет-то было. Я зато очень хорошо помню лейтенанта Коломбо. Я тоже этот очень сериал любил смотреть. Я так ждал его. Не помню, что за канал был, на котором его показывали. Первый. По первому, да? Первый. И он такой маленький, все время такой. В плаще, в своем, да. коричневом. С сигарой. Угу. Ну, знаешь, Угу. был один минус этого сериала. Какой? А помнишь «Лунное агентство», «Лунный свет»? Детективное агентство «Лунный свет», там с Брюс Уиллисом. Брюс Уиллис. Да, и девушка Да, такая. да, Я да, так да. хотел, чтобы они там, у них там секс был когда-нибудь. А у них чисто рабочие, но там такие отношения. Я всегда за них болел. Один минус был в Коломбе, то что там всегда было ясно, кто убийца. Вот это уже неинтересно как бы. Я Слушай, думаю, это Валентин. чё? Кто из вас самый настоящий гей? Ну, раз я бисексуал, значит, наверное, ты. Ты же девушек не любишь? Блять, вот мисс Марпл, блять. Мгм. Коломбо еще. Или Эркюль Пуаро. Да. А, комиссар Рекс смотрел? Да. Собака. Немецкая овчарка там была, да? Как твоя собака Берта, да? Тут кобель. А у тебя сучка? А что геи едят? Все, ты договорился вопрос. На 5 минут себе. Комиссар Берта. Видели, как генерал какой-то из российской армии стриптиз называл? Я, кстати, видел эту новость. Я не. Нельзя это обсуждать. Ну, конечно. Ну, для себя там отснял, это как вот тут Зюбман тоже. Ну, это... Но Дзюба не генерал. Ну, да. Ну, он же это не опубликовал, это просто, ну, как бы, внедрились его в телефон. Большая прогулка, помните, с Дефинесом? С Луи Дефинесом. Вы недавно вспоминали Фантомаса с Луи Дефинесом. Ну да. Из всех частей мне больше всего нравится Фантомас против Скотланд-Ярда. Вот больше всего эта часть. Угу. Я уже забыл, как звук доната, ты представляешь? Если... Блин! Дрын. Да хочется, чтобы какая-то сумма пришла. Маленькая даже, минимальная. Просто зарел. Пошел нахуй. Так, давай по стопочке. Я пойду прогуляюсь, покурю. Да, у Если- нас есть сок. Если меня не поймаю. А тут вода вообще есть? А, только в чайнике, если есть. Угу. Тут вообще нихуя нет.
прогуляйтесь, вот это снимаем. Что? Это вы, они говорят, то, что вот хотят с нами пойти. Кто? Зритель, суицид. Прогуляйтесь, а ты поснимай. Что, мы их с собой возьмем? Нет. Нам потом проблемы не нужны. Какое утро? Мы еще живем ночью. Ночь только начинается. Давай. Угу. Куда идешь? А? Куда пошел? Говорю, прогуляюсь. Прогуляешься? Ну ты что, мы что, пойдем за минералкой отдельно? Нет, конечно. Валентин. Может, можем и без минералок. А где? Тебя, ты же ходил с ними. Нет, ты. А куда я ходил? Ты? Я не Что, ходил. вот. Я же вернулся, я тебе отдал ключ и пошел курить. Нет, я не ходил еще Нет? курить. Я после шаурмы я не ходил курить. Вот в этом кармашке нет, посмотри, вот что там. Нашел? А. Нет, это не то. Нашел? Это тоже не то. Посмотри на столе. Нет, это не то. Нашел? Ну, посмотри в своей куртке, потому что, ну или где-нибудь у себя, потому что мне казалось, ты куда-то выходил. Я никуда не выходил. Выходил? Ну, А, все. нашел? Ну, вот видишь. У себя нашел. Мы со стримом не можем, Валентин, куда-то ходить, поскольку мы запалим местность. Этого нам не надо. Я думаю, надо заканчивать. Вот ад. Спать хочу. Ты не со сколько, Валь, успокойся. Я ж только что ходил в магазин за косарь. За водочкой. Да есть у нас он сок целый этот. Есть вода в чайнике. Нет, не хочу, Валентин Васильевич. Мне нравятся совершенно другие хлопы. BB66, да, кстати, можно как-нибудь прикольнуться.
Брезгуешь? Ну, мне Валя не нравится, как парень. Можно притвориться, как будто бы ему написал через донат его бывший, Миша. Он очень переживает по этому поводу, что так все произошло. И можно сказать, что в донате он просит у тебя прощения и молит Бога вернуться. Прости меня. Ну, он скажет, это не Миша. Нужно стопроцентное доказательство, что это Миша. Не гнать, блядь, что у меня пиздец такое, простите за зевки. Но я что-то действительно не высыпаюсь в последнее время. День дурачка сегодня. Ну чё? Чё, все? Донаты закончились? Правильно делаешь. И тогда тебя тоже подъебу. Давай, приезжай, буду тебя я целовать. Будешь со мной целоваться за деньги? Да вообще ты должен бесплатно со мной целоваться. То, как нажрешься, говоришь, вот ты ко мне пристаешь. Я говорю, я тебе не пристаю, тебе вообще приснилось это. Как правило, я пристаю и не спрашиваю об этом. Буду, не буду, это мне уже не интересно. Мною одолевает этот, как его называется, демон. Какой-то демон похоти, наверное, когда я напиваюсь. И мнение, грубо говоря, жертвы, ну, совершенно неинтересно. Ну, что еще я буду спрашивать, блядь? Это не я вообще, это демон какой-то. Валя пошел курить. Дима, ты что все счастливый? Постоянно сидит. Не, ну жертва не спит. Тогда все теряется, как бы. Более того, мне же не просто жертва нужна, а жертва, которая сама этого хочет. То есть иначе ничего не получится вообще, если не захочет. Как-то сильно захотеть. А ну, сука, вставай. Я приехать могу? Не, Валь, тут не вариант, потому что тут вот видишь, какие люди. Тут камеру смотрят каждый метр, блядь, мы где мы находимся. Если только в завтрашнюю уже локацию, когда мы переедем. Посмотрим, как там будет. Почему я тебе и говорю то, что давай завтра и созвонимся. Ну что, никого в этот раз не встретил? Нет. Валь, почему все время... О. Закрой так, чтобы закрылось. Я закрыл. Что, телефон еще Валентин не сел? вернулся, а? Телефон еще не сел? Нет. Удивительно. Удивительно. Ну, сейчас особо не это. Мы еще больше не делаем, только читаем чатик. Так, ну давай я по-другому сяду, раз ты пришел. Слава Богу, ты пришел. Ну тяжело подниматься, да, высоко идти. А нет. Курить не захочешь. Ну, такие высоты преодолевать.
Он нашел... Не хватает воздуха. Нет, я понимаю, в обычной, ну, допустим, как у тебя, да, пятиэтажка, да. на Да, да. четвертой. Ну да. А тут-то, Тут четвертый, как у меня, наверное, шестой или пятый. Ой, или седьмой. ой. Что у вас там? Да, разговариваем потихонечку. Это хорошо. Валя красные черевички пишет. Чё? Валя красные черевички. Ну, черевички это обувь. Ну да, я знаю. Откуда ты знаешь, что черевички это обувь? А один раз услышал в сериале «Кухня». Да? Я думал, сейчас скажешь про Гоголя. Нет. Вечера на хуторе близ Диканьки там читал. Я в школе в 7 классе. Не, давай, Валентин, ты не будешь дианонить, в каких мы гостиницах. Ты мне? Нет, ну я тому А. Валентину. А он откуда знает в каких? Не знаю, ну говорит, может найти. А смысл? А зачем? Не знаю. Он тебе хочет как другу испортить жизнь? Наверное. Они пишут в метрополе. Номер не скажу, долбитесь в каждый. Ну как угадал-то? Я и не знаю, где вы. Вечера на хуторе близ Навы. Кирилл знает. Кирилл знает. Блядь, зря ты так сказал. Сейчас они на тебя выйдут всей толпой, блядь. Вот они. Я уже боюсь с ним встречаться. Да теперь я уже, ты знаешь, я теперь уже боюсь за твою квартиру, Валентин. Мы даже можем там не появляться, блядь. А к тебе могут уже прийти Да. после вот этих фраз. Ну, Кости второй раз ломились. У нас не было, и они понимали, что нас там не было. И один хуй ломились. И похую, лишь бы контент был. Ну, грубо говоря, Валентин сам себе Ну да. Ну да, надо думать. просто. выкопал яму. Не, он пошутил, ребят, вы там не думайте. Валентин не знает, где мы. Они сейчас запутаются, какой Валентин. Он не знает, где он. Да. И этот тоже не знает, где мы. Никто не знает, где мы. Даже я не знаю, где мы. Я адрес не знаю, мне это даже нахуй не надо. Я уже сегодня тоже выхожу, я уже даже забыл, где действительно вот каждый день переезжаем, все время в новом локации. Я говорю, блядь, а где ж магазин-то, где я вообще нахожусь, блядь? Думаю, что побухаем нормально, говорит. Я думаю, тоже нормально. И тебе чего? Ну, когда мы встретимся, побухаем с ним нормально. А, Ну, либо это будет в баре, либо к нему поедем в гости. а что, один живет? Да. А как же девушка? Ну, сейчас пока нету девушки. Ну, или есть, но они не вместе живут. Ну, у него там периодически бывают разные там дамы. Костя 2. Ну, нет, не могу сказать, что Костя 2. Разные совершенно люди. Они знают друг друга? Да. Костя как дела? Все нормально? Да, все нормально. Так и не смог перезвонить ему, потому что стрим начался, а потом перезвоню как-нибудь после стрима, если не поздно будет. Хотя уже столько времени, 1:30. Если не поздно будет. Ну да, видно сразу вот разница, когда Дискордово постят, а когда не постят. 100 и 50, в 2 раза. Ну ладно, Да, может, что, не от будем, этого зависит еще. ну и пятница, конечно, там много кто стримит наверняка. Но все равно и 50 это тоже люди, это тоже аудитория. Тем более время-то 1:30. Ночь, полночь, люди там отдыхают где-то тоже. Не все сидят, смотрят. Пятница вечер, ночь. Ну, причем еще и много конкурентов.
И донатов нету. Вообще никаких. Очень долго. Ну давай отправим 7-минутную готовность. Да. 40 отключаем. Мгм. Как раз успеваем одеться, переодеться. В путь. Ну, если не хотят они. Что делать? Насильно мило не будешь. Да. Валентин, у тебя будет такая возможность меня с ними познакомить. Мы уже с тобой разговаривали, не будем сейчас тут об этом. Минералки купите, я выезжаю. Ну рано еще выезжать. Ты что, на Думскую собрался, что ли? Хотя тебя тогда пустили в гей-клуб. Почему его могут пропустить? Бегловат? А Валентин Васильевич, я уже Вале говорил, если он сам себе сделает видаки, это не будет уголовно наказуемо. Но Валю тогда посадят в дурку. Как человек, который издевается над самим собой. Ну, Со всех сторон обложили. То есть не в тюрьму, так в дурку. Валь, не забудь завтра выселение в 11. Могут не впустить в гей-клуб. Пустят, тогда же пустили, когда мы с тобой ходили. И сейчас пустят. А с Валентином так вообще везде пустят. ой, да, конечно. А Валентин у нас прям как Путин, блядь. Да. Везде двери открыты. Открыты все двери. Ну, конечно, да. Ну, в такого рода заведения так точно. Да что ты скажешь, я главный гей Ютуба, блядь. Я шучу. Ну. Ну кто еще? Какие еще популярные нетрадиционные люди есть? Их и нет. Я думаю, они тебя там все знают. Да прямо таки. Валя, тебе завтра во сколько на работу? А, это, наверное, не нам, а вот тому Вале спрашиваю. Нет. Или тебя. Ты работу устроился? Ну да, пока ты за шурмой ездил. Ну а что, тут быстро предложили, ты сказал, да, буду завтра в 10, там, на Ладожской, Да. в метро. Работодатель ждет. Буду лахты в центр достраивать. Там прибираться по кухне. Смешно. Может, новый директор шоколадницы требуется где-то. Конечно. Ну, как минимум, чтобы ты проверил их квалификацию. Может, они не на своем месте. Ну, тогда не директор. Проверяешь? Территориальный управляющий. Может быть, Вохта-центр, Лахта-центр, Так я и говорю, лахта. да, или Вагдер-центр. Лахта. А есть Вагдер сейчас центр, знаешь? Мгм. Ну, там тоже берут, ну, как бы новеньких. Урок? Ну, там разберетесь в лесу. Нет, ну, в рот они берут там еду, кашу. Там кувалду выдают. Которую я не подниму. Не, она деревянная. А. Ну тогда нормально. Короче, мы рассказали людям, кто вот хочет с тобой познакомиться, где им сегодня надо быть. Вдруг кому-то ты действительно нравишься. Тебе не надо искать там на сайте знакомств, ты вот рассказал об этом. Все. Кто в Петербурге, кто более-менее симпатичный, приезжайте сегодня в ночи
на Думском, определенный клуб заведения. Не будем сейчас афишировать какой. Все прекрасно понимают, куда он сегодня пойдет. Пишет наебка. Нет. Мы с Валей уже неоднократно туда ходили. Просто вы об этом многое не знаете. Вы же не каждую ночь с нами. Ну, то есть мы стрим заключаем, мы можем всегда уйти куда-нибудь. То в Шавербу ночью пойдем искать, то еще куда-нибудь. Но уже без стрима. Герман на завтра удочку закинул. Что говорит? Ой, не знаю, завтра может в клуб, а может не в клуб. Я говорю, ну не знаю, смотри. Его в центральную станцию не пускают. Не пускают? Почему? Ему еще и нос дали один раз охранник за то, что он туда еще раз попытался зайти. Герману в нос? Да, прям на стриме. Хуя себе. Жестко. Да. Мы с Валей в 18 году туда первый раз пришли. Ну нет, я Валю привел туда, я туда уже много раз ходил. А Валю туда тогда первый раз привел, В когда ноябре. познакомились, да. Один из немногих раз, когда я пришел туда совершенно трезвый, потому что я был за рулем. Но потом мы приехали в гостиницу и начали пить водку. Как ты потом поехал? Ну, это утром уже, когда проспались. Ну, утром. Ну, Но проспался. все равно приехал. выхлоп-то был. Однозначно был. Ну, не уезжай же без машины, чтобы потом приезжать за машиной. Ну, тоже, тоже такое себе. А отель был, ребят, недалеко от улицы Таврическая. Ну, вы понимаете, район. Мгм. Ну, почему ты права не получаешь и не водишь машину? Меня 3 раза пытались научить водить машину. Вообще, ну, не в автошколе, а просто один раз. Короче, все 3 раза так получилось, что мои парни. Вот. И я просто понял, что это не мое. Это далеко не мое. Не, я когда сел первый раз, Я я сразу просто- понял, что я это я реально паникер. мое. Я не знаю, как, Ну, я как я сейчас без паникер, машины на этих каршерингах только езжу. и я сказал, нет, ребят, извините, но я лучше как-нибудь на троллейбус. Ну или на такси. И себе безопасней, и людям безопасней. Ну тоже верно. Ну, Ты еще видишь плохо. тогда-то зрение у меня нормально было. Ну что, на этой приятной нотке мы подходим к логическому завершению нашей трансляции. Всем спасибо сегодня за трансляцию, за просмотры, за донаты. Вот. Мы, надеюсь, как всегда, в тренде душноты. Ну, как бы, не переиграли самих себя. Вот. Нас трудно переиграть. Поэтому Самих себя. всего хорошего, Валь, прощайся. Всем удачи, всем спасибо за поддержку, за донаты. Изи-пизи, тебе вообще отдельный респект. Я не помню, кто нам там донатил за челлендж, что мы сидели без футболок. Тебе тоже большой респект за крупную сумму. Вот. И... давай посмотрим, кто у нас сегодня выиграл Модерку.
А, это уже твой канал. У меня да, там у тебя там посмотрели. посмотреть, да. А так у тебя потом уже после стрима посмотрим. Да. Вот. Но тоже кто-то выиграл. У Вали Модерку. Мы посмотрим внимательно, сколько донатов и кто прислал. И сообщим. Скорее всего, это были те... А я не помню, на каком канале мы были, когда эти 1000 присылали. Когда голые сидели и когда на водку. Это был уже мой канал, да, наверное. Это твой был уже. Да, значит, смотреть надо именно от до крупных и вот после того, как мы перешли на мой канал. Ну, тут же можно посмотреть? Тут прямо сейчас нет. Нет, ну, Потом. да. Там надо высматривать и считать. В CS ходили, норм. Мне понравилось очень, так много впечатлений. Сначала какая-то девушка предложила потрахаться в туалете, ок, но нет. Потом я заказал коктейль, забыл о нем, и, возможно, денег не было. Я его тогда я пришел, мне сказали, заплатите за молодого человека за этот коктейль. Представляете? 500 рублей, между прочим, как бы. Я заплатил, мне дали этот коктейль, я тебе обратно принес в караоке, сказал, пей, это вот ты оставил, блядь. Твое. А девка красивая была, которая ему трахаться предложила. И это тоже действительно правда. Прям в туалете хотела трахнуться. Я говорю, ну что ж ты этого не сделал? Я говорю, сходил бы, что? Засмущался. Это, кстати, у меня день рождения был, по-моему, или нет, или праздник какой-то мы отмечали, я не помню. Так, можно я продолжу? Да, Валентин, который Кирилл Данилов, да. Продолжай. Валя, а какие тебе больше, классические видаки или лестничные нравились? Никакие. На лестничных можно было еще уебаться и удариться обо что-то. Так а я и ударялся, блядь, вниз головой. Я помню, у вас там был такой пол с камнями такой, и ты все время как падал, все время новый синяк. А, так это 19-й год. Там видаков еще тогда не было. Ну, синяки Они просто безумно. обливали специально какой-то жидкостью. Ну, там, Скользко было. да. А потом сами и отмывали. Ну, а как иначе? Наслинячили. Ну, либо вызывали клиник. Ну, да. Ну, клиник чаще вызывали. Именно когда ты носом наебанулся, я думал, пизда твоей голове и тебе вообще в целом. Потому что с высоты об голову так можно разбить полностью вообще все. Ну, видишь, они об этом не задумывались. Я коктейли вообще забыл. Было, да, Максим, день рождения, да. Не, ну в клуб мы поехали с тобой вдвоем. Видимо, мы отмечали день... вот сауна была или не сауна, хуй знает. 30 лет мне было тогда, или какой-то другой день рождения. Я не знаю. Но в клубе я помню конкретно тебя и меня, больше никого я не помню. Потом кого я там всех созвал, я не помню. Это был другой клуб, видимо, где я всех созвал. Где, по-моему, вот это, Кенгуру, Зодиак, Купчино, на Купчинской. А до этого мы в Евразии в ресторане сидели. А в клуб мы ходили в другой какой-то день. Мы просто сидели у нас на районе, пили пиво во дворе. Потом еще одно, или это не пиво, были даже абсентеры. А потом такие, а поехали. А у меня нет паспорта. Я говорю, да давай электронный тебе пришлют. Тебе даже начальник прислал электронный паспорт электронного вида. И мы поехали, потому что там надо обязательно паспорт показывать. Мы даже позвонили в этот клуб, сказали, можно ли так. Они сказали, да, можно. И тогда поехали. То есть там столько было вот подвязок таких. Я вот вспоминаю тот день очень хорошо. Помню. Всех своих друзей, дорогой друг в сауне.
Потом в клуб нас было 4. И мы сидим, я, Максим, брат, Бабища, Наташа твоя. Или кто? Нет, после сауны мы действительно поехали. Ну, брат поехал в другое место. А мы с работниками с работы. Да, вчетвером, точно, после сауны это было, да. Ну мы, значит, дважды туда ходили с тобой. Дважды. Блин, столько лет уже все, общаемся. А время летит. Ты уже скоро умирать. Да. Ну, хватит тебе. Он ударил меня, садист. Что не бьешь? Подай на минус. Все. 117, часть 2. Истязал меня только что. Да. 3 раза можно так ударить. Все, 2. 1, и это будет истязание. Не, а завтра третий. Это морально. Это уже не систематически. Нет, ну тогда в 3 года 3 раза. А, ну ладно, ладно. Все, он 3 раза системно меня ударил. Просто по Аркаше соскучился. Привет, ну, он же их делал. Профессионально, причем я хочу подметить. Уже, мне кажется, после 100 уже рука набилась. На 1000-м уже мастер ледоков. В камере негде делать. Некому. Негде. Не на что. Да никто и съемку не ведет, никто не донатит за это. Неинтересно. Неинтересно просто так, да. — 23 года тюрьма. Макс, ну как так? Что? Ну, в 23 года сидеть в тюрьме. Угу. Сейчас 23. 24 вы должны якобы отпустить. Угу. А прикинь, ему еще 3 накинут. Ужас. Минимум. Ужас. 24, 25, 26, 27. К 30-ке выйдет. Угу. Это просто кошмар. Ребята, что делать-то? Задумайтесь, что вы творите. Наливай. И закругляем. Ну, доната нет, ну что делать? Я не знаю. Отдонатились, видимо, на сегодня, товарищи. Донатились. Ну а как по-другому это назвать? Не знаю. Отдонатились. Что значит левша? Забрали наше пиво, нашу водку. Охуело, блядь. Я завтра буду панику поднимать. Где мое пиво, где моя водка, блядь, выезжает. Так они еще залог забрали у нас, понимаешь? Не, залог это за ключи. Да. Но ключи-то мы вернем. Это да. Но если она есть залог и что? Один сейчас услышит еще. Если она еще залог зажопит, ну тогда вызываем.
И стрим включаем, вызываем. Да. И пусть заказывает, что мы что-то пили, что-то И делали. пускай отдает нашу водку. Да. Да хуй ты с ней с водкой. 500 рублей, блядь, Угу. на бочку. Незаконно забрала залог. Мгм. Деньги. Она точно тебе чек прислала? Да, вроде да. Надо смотреть на почту. Там куча сообщений, там, блядь, заебусь искать это сообщение еще. Ну, водку нахально забрала. Еще и пиво забрала. Комендантша. Такая пришла, блядь. А я еще спрятала, она туда еще подошла, туда, блядь. Мгм. Заглянула под, блядь, мой этот... Да, я видел. Думаю, сейчас уйдет, то есть похуй, заберет одну бутылку и все. Она все, блядь, начала забирать. И там еще пиво нашла, блядь. Там. Ну, не хочет пока. Пойдем сейчас забирать бухло. Не-не-не, сейчас нет. Во-первых, Че, Щас. нахуевшая, что ли, Щас. блядь? Бутылку целую забрала, блядь, водки, блядь, полторашку пива, блядь, 0,5 пива. сейчас, во-первых, время уже сколько. Во-вторых, я уже как бы не трезвый. Ты уже под шофе. Вот. И когда будем выселяться, пусть попробует только залог мне дать. Ну, залог-то заключи. Мы За- это... ключи-то отдадим. она отдаст. Ну, и здесь можно напомнить, что существует такой закон защиты прав потребителей гостиничного бизнеса. То, что она не имеет права входить в номер, Что-то забирать оттуда. что-то забирать, пока номер не сдан. Да, Вот и полностью, да. Полностью согласен. А она вошла сюда как хозяйка. А я скажу, что она у меня 1 000 000 рублей забрала. А вот у меня лежал рядом с водкой 1 000 000 рублей. Забрала. Так-то да. Охуеть. И пусть что докажет. А мы с тобой 2 свидетеля. Угу. 2 хозяина этого 1 000 000 рублей. Ну, только получили зарплату. Работали тут целый месяц. Кроме ее здесь, Душнили, блядь, как полагается, кроме блядь, ее, кровью и потом. кроме ее никто не заходил. Вторая стояла там. Да. Я с ней там стоял. Но это не будет считаться мошенничеством. Миллиона-то не было. А пусть докажет. А может реально был? В бутылке лежал. Ну да. Она взяла, выкинула. Я уже скинули топ-5 видаков. Если бы ей скинули уже топ видаков, нас бы здесь уже не было. А кто скинул, неизвестно. Кому скинули, неизвестно. Потому что вы не знаете, где мы. Наше место Лас-Вегас. Интересные такие люди вообще, блядь. Вот что-то предполагают, что кому скинули, чего скинули, а где мы, вы определить все равно не можете. Твоя правда, да. А их это бесит. Мгм. Их это бесит то, что они не могут нас определить, наше местоположение. Конечно, без. Им бы сейчас
Раз, бац, бац, и через 2 часа нас выселить. Не получается. Не получается, ребята. Писю... Не, неправильно говорю. BB66, да. Не. Бибу сосите. Бибу сосите. Плюс тут золо. Так а мы один же хуй съезжаем через несколько часов. Один хуй. Хорошая разница. Мы уже скоро закругляем стрим, ложимся спать. Тут тишина и покой. Нет, мы уезжаем на Думскую. Ну, сейчас посмотрим. Я что-то сейчас уже подпил, мне так развело немножко. Да. Ну что, ты уже готов на Думскую ехать? Да. Ну тогда съездим. Все. Едем на Думскую. У меня там в конце Думской, в баре Сережа, бармен хороший работает. Он меня знает. На Думской мы хотели, ну не на Думской, на Ломоносово сходить в ночной клуб. Ну там перекресток Ломоносова и Думской. Да. Ну что, допиваем и уходим. Там не Думская, там Ломоносова улица. До свидания, дорогие зрители. Очень приятно было сегодня с вами Ну общаться. подожди, ты еще не допил. Че ты сразу-то? Максим, Да. обогатись, я хотел с тобой еще кое-что обсудить. Коль 6 числа Угу. со мной хочет Косенко поговорить, Угу. пообщаться. Угу. Я бы как бы очень хотел, чтобы ты со мной был. А зачем тебе с ним общаться? А что ты, ну, неправильно выразился, от этой встречи хочешь? Я хочу услышать его точку зрения, что он хочет, ну, вообще априори. А тебе не все ли равно? На данный момент нет. А почему? То есть ты хочешь что-то от него получить? Нет, от него получить это то же самое, что от Горбачева получить батон хлеба. Ну тогда нахуя он нужен? Ну ладно, стрим завершим, я тебе объясню. Угу. «5К, в бар поедем со стримом». Что, тебя спрашивают? Да нет, давайте go. Да нет, все, ребят. Надо отдыхать от стримов тоже. Чего? Ну, Чего? ну что, читать разрешено? Я не вижу просто. Это имя Зимбо. Валентин попадает в руки к Александру. Кум Александру. Говорю, зрение-то хуёвое. Вот ты представь, если я, как ты говоришь, соло запустить стрим, вот как я чат читать буду, я нихуя не вижу. Ну ты же читаешь, отвечаешь. Все.
Ну уж давно пора. Подключаю его. Все, Бобик сдох. О, ну, теперь думаю до утра. Угу. Если он за 3 часа заряжает по 30%, 3, 6, ну, процентов на 70 зарядит. Блядь, пиздец. Ладно, ребятишки. Ты выпил уже? Допил? Нет. Сейчас. Ну, у меня сока больше нет. Как нет? Ты все весь сок выпил? Ну, тут немного осталось. Нет, а вот вот в этом, да. Так. И водочки чуть-чуть. Ну, смотри-ка, бутылочку оформил. Нормально, так медленно. Посидели. А что, залпом, что ли, гнать? Да, конечно, конечно. Я утром даже не пойду посуду мыть. Угу. Мне тоже так Я на стол поставлю нахуй, да и все. Угу. Пошла она нахуй. Она 100% придет проверять. Однозначно. А я скажу, я и не обязан. Это отель, блядь, или частная квартира? Угу. Знаешь, когда она нам услугу оказывает, это мы ей деньги принесли. Да. Она с нас зарплату получает. А не мы с нее. Угу. Да вообще какая-то странная. Я даже кровать не заправлю. Знаешь, человек из совка. Не варит самогон. Давай. Чин-чин. Чин-чин. Мне еще на одну стопу хватит. Ну, давай еще чуть-чуть поснимем. Устал я. Я тебе сегодня еще днем говорил, что я устал. Помнишь, когда сюда заехали? Как будто вот выжили как лимон. Ну мы с тобой Нет, не стримить. за сегодня, а вообще в целом за месяц. Да, конечно. Они думают, что стримы так просто. Угу. Нихуя. Нет, те, кто сидят по ту сторону камеры и дрочат в клавиатуру, для них это похуй. А попробовал бы хотя бы один хейтер провести Хотя бы один стрим. один стрим. Ну, не будем говорить 12-часовой, давай скажем 6-часовой. Угу. Он бы сдох, Угу. как Бобик. Ну да. Фобик. Пока сами на это место не встанут. Может, им и не нужно на это место вставать. Ладно, ребят. Я уже не знаю, допиваешь тогда? Давай допивай последнюю стопку. Крайнюю, точнее. Питерская ночь зашла. Хорошего. Нормально, да? Да. Понравилось? Ну, А, мягенькая. мягко шла, да? Да. Лучше, чем
Вот помнишь, которую мы покупали? Мгм. Мягкая, которая. Скажем, такая вот питерская ночь. Питерская ночь. Очень хорошая водка. Медный всадник сзади нарисован. Да. Мгм. Мягко идет очень. Я прям в шоке. Ну да, ожидать можно было все что угодно в этой ночью в магазинах. Но им не выгодно продавать левак. Угу. Тем более, извини, город. Это тебе не Урюпинск. Ну да. Что, мы что допили, пускай теперь забирают. Забирать нечего. А пусть теперь забирают пустой. Ну, кстати, да, забирать. Может, даешь шаверму? Это Да, сейчас даем. пахнет так от нее. Ну, как шаверма. Сейчас даем. О, а ты что кинул? Ну, положи и кинул. Ну, на положи. голову одеваешь и кидаешь на пол. Кто здесь ходил вообще, блядь? Что-то не к нам. Не люблю жевать на камеру. Да? Типа некрасиво. Ну, ты очень красиво ешь, и людям нравится, как ты кушаешь. Да. Они посмотрят, и тоже им захочется поесть. Ага, в 2 часа ночи. Да. Они пойдут сразу в холодильничек заглянут. Ну, после 6 вечера вообще есть нельзя. Ну да. Ну, а если мы просыпаемся поздно? Прикольная темка. Не люблю. Paradise. Знаешь, как переводится Paradise? Рай. Мешок вынула? Да. Вынула. Вынула. Куда я должен выкидывать? Действительно. Охуеть. А куда теперь выкидывать мусор? Пусть сама выгребает. Я туда еще воды налью нахуй. Чтоб поплыло все нахуй. Пизду. Водку собрали у человека. Я воды, водки туда еще накидаю. И пусть нахуй смотрит. А что она может сделать-то? В суд на нас подать? За что? Ой, они тут водку пили. Ну, А у вас что, блядь, тут правила такие, что ли, нельзя? Знаешь, что еще надо было? Да. Купить кефира, в каждый стакан налить, выпить, ну или вылить, и чтобы это все застыло.
И пусть отмывает, стоит. Еще можно У неё- яйцо взять в шприц. Яйцо в шприц. Это и я в знаю, матрас это я ставишь. знаю, дорогой, это я знаю. Не учу ученого. Можно еще Тогда- яйцо в тогда шприц этот и в номер- ногу. Тогда этот номер никогда не сдастся. Тут такая вонь будет. И они не определят откуда. Особенно еще под плинтуса. Да, да, да. Или в паркет куда-нибудь туда. Это пиздец будет. Им придется это сжечь. Нет, им не придется, конечно, этот номер сжечь. Но им здесь придется сделать капитальный ремонт. Потому что тухлое яйцо настолько дает запах. А когда ты не знаешь, откуда это идет, это все, это крындец. О, стоп, стоп, стоп. Что там? Чё? Посидим еще, на водочку кину. Не. 1К. 1К, 1 час. И я скажу за водочку еще раз. Ну не более, ребят, не более. Ну и Валя-то тоже не железный. Ему завтра отходить от этой водочки, вам-то похуй. Не, мне не то, что отходить, нам завтра, нам утром переезжать. Это у нас каждый день, это уже, знаете, уже как расписание, Не, ну, как помыться сходить. Нет, надо в состоянии быть. А то я ведь реально утром ее разъебу. После еще 1:25 я реально... Она у меня... Он блядь, и ночью пойдет, я разъебываю. это вообще... Это не вопрос. Скажу нахуй, я сейчас съезжаю, блядь. Пошла нахуй отсюда, тварь ебаная. Что это? Это таракан? Что? У Где? тебя был таракан. Вот, Нет, это капуста от шаурмы, блядь. посмотри, он с усами. Убей его нахуй. Сам ты с Да усами. вот, иди Валя, убивай. вот, смотри, ты не видишь? Вон, он побежал. Так не на мне это был. На мне это был белый. Он убежал. Хуя. А тут еще гостиница с тараканами. Да, получается так. Все, ей пизда. Все, ей пизда. Вот тебе таракан из шавермы упал, может, ты шаверму я Не, принес. Нет. Я говорю, не надо на мной смеяться, пожалуйста. Не, ну если я и шаверму принес. Или не над тобой. А над там тем-то, что тут тараканы. Хо-хо-хо-хо. Бля, я теперь боюсь спать. Я блин. тоже боюсь. Вдруг он выскочит в другой. А может снимем другой номер? Да Ну, другую гостиницу? ну не ночью же. А нахуй ее пошлем? Денег-то нет столько. А что, мы за стрим не заработали? Заработали, ну тратить это на стрим. Мы же завтра также будем тратить на новую гостиницу. Если сегодня снимем, то посчитают еще одни сутки. А, ну да. Понятное дело, что это лишний день. Ну, как-нибудь с тараканами, значит, поживем. Причем я и увидел его первый. Почему я подумал, что я шаверму, может, его принес. Да нет, чё? Пиздец, он еще такой большой. Блять, я не могу. Да перестань. Мне теперь кажется, что они везде ползают. Ой, хороший ее ждет отзыв. О, хороший. Да? Угу. Охуеть. Еще и тараканы, блядь. Вроде так с виду чистенько, и они не попадались. Видимо, борются с ними. Один тараканчик за целый день попался. А может, мы просто не замечали? Но теперь я вот всюду смотрю, чтобы движений никаких не было. Тапки одень. Тапки. Да ладно, уже похуй. Я ж не пиздец. Я в ахуе просто. Первый раз такое вижу. А еще от тебя он упал так, бум. Ты такой что стряхнул. И я смотрю, а стряхнул-то усача.
Спасибо за донат. Ну, я за водочку. Посидим в клоповнике. Тараканы. А кто? На водку за донат. А кто? Я не увидел опять имя. Но я увидел цифру. Спасибо. Я за водкой. Дорогую водочку, а мне одно пиво. Сок Сок еще. Пиздец, там все дорого. Ебануть. и сигарет. Сигареты есть у нас. Там. Хватит? Полпачки еще. Да, Хватит. всё, не хватит. Так. Водка. Одно пиво и один сок. Все, я ушел. Блять, а у меня карточка, да. Мне надо, я с кредитки, мне на кредитку потом надо будет, я уже сегодня. Так переведи. Да, я это завтра сделаю. Но переводить я сейчас не буду, так как стрим идет. Мишу оставлю. Я просто потрачу опять с кредитки, а завтра переведу на кредитку ту сумму, которую я потрачу сейчас. Ну да. Так. Блин, ребят, ну у меня iPhone. Ребят, давайте договоримся, ну хотя бы минимальные донатики хотя бы присылайте. Ну что мы сидели в тишине вот все время, как я пришел после этого доната. Ребят, я вижу, здесь есть адекватные донатеры. Помогите, пожалуйста, на зарядку для айфона. Я не прошу вас там за 15к. Ну, хотя бы, ну, вот, чтобы именно для айфона была. Адекватная донатора. Потому что она у меня 15. Да возьми 15%. 2-3 пива. Да я так не могу пить. Я и так уже столько пива выпил. Блядь. Ну может тоже 2. Там, блядь, пиво стоит, ебалый в рот, блядь. Ну сколько? 120 рублей. один гаражик. Ебануться. Ну скиньте еще хотя бы 200 рублей. Я возьму 2 пива себе. А не Хватит? одно. Да, хватит. Нет. Ну еще на один гаражик скиньте Тебе мне. косарь-то хватит. Да хватит, естественно. Мне сок, водка, один гаражик я хотел взять. Но вот если скинут 2 сотки, я возьму 2 гаражика. Тебе косарь скинул. Да. Ну. 250. Ну, Ну, грубо говоря. Ну, грубо говоря. Ну. Не, если там остается плюс, это только хорошо. Ну так остается. Остается, конечно. Какие еще? 200 120. рублей. Тут просто написали, возьми 3 пива себе. Нет, не надо. Не Так надо. 3 пива это уже 360. Я его утром не разбужу. Вы чего, с ума сошли, что ли? А это старая мразь, она все равно, блядь, будет проверять номер. Ну это один. Ну это если один брать 620. Ну я так хочу. Ну, на самом деле 2 это много уже. Ну, для меня 2 пива. Одно нормально. Ну, я не знаю. Тебе-то тоже много водки, 250 грамм. Так, а я могу не допивать. Ребята, сейчас, тут рядом, это опять мне через 5 минут приду. Сейчас 4, вот нет, не 4, тут сейчас посмотрите, сколько времени. 2:22, загадываем желание, загадал. 2:22, в 3:22 заканчивается, ну в 3:30, ну пока я туда-сюда хожу, в 3:30 заканчивается стрим. Нам надо просыпаться, ну, засыпать точнее. Понял? Это ты мне объясняешь. Ну тебе никто не заставляет Я сутки не за спал. час выжирать эту водку. Да, ну понятно, я уберу тебе в портфель, да и все. Ну и все, да. Так, сок, этот, как он, ебучий, блядь. 2:28. Сейчас я посмотрю, чтобы с вами пообщаться, ребят. Ну, если вам, конечно, интересно. Когда меня не станет, А чё ты мне мозги-то ебешь? Своих детей и голосами их детей Понятно. нас просто меняют местами. Так, иди, у меня 5%. Все, давай, пиздуй. А как мне найти? А как мне найти-то?
Что нашел? Пишет, через час вернешься. Не, вернусь через 5 минут. Засекаем, ребят. Не, ну, ребят, я еще не оделся. Мне сейчас здесь шнуровать обувь. Дай пустое. Ну, пустое, я хочу. Ну, что валяется это всего? Ну, бутылка сока, бутылка водки. Ты хочешь ей помочь? А там еще что-то есть внутри? Нет. Ну, просто, нет, не то, что ей, я просто мне самому неприятно, не сидим, блядь, что валяется. Я... Ну, хочешь стакан поставь Стакан, на да, стол? тоже. А, ну, ладно. Так, сигареты еще есть. Я мусор не собираюсь выкидывать. Да, она сама выкинет, мы положили ей в пакет в эту мусорку и все. Мы еще дополним новой бутылкой и новым пивом. Ой. А придет проверять. Кто? Она. При выселении. И мы скажем, мы до этого выпили. Ладно, слушай, я все забирал. Да, Ну да. ладно, положим тогда бутылки, блядь. В этот. В рюкзак мой. И все. Ну, Не. влезет. Ну, в конце концов, я сейчас тоже пакет возьму. Ну, вот я в пакете принесу. Да. А у нас пакет вон там. А, есть у нас пакет, да? Вон, в шкафу лежит. А, есть пакет. Из-под перекрестка. А, ну все. Ну, который я из Ярославля привез. А, с которым ты пакетом приехал? Да, да, да. Ну, а твои тогда вещи положим тогда ко мне в ранец. Да, да, да. Видишь, Максюш, все решаемо. Может оставить ей ярославский пакет из-под перекрестка, блядь. Опять Мадонна поет. Да что-то ее стали часто крутить. А мне, кстати, вот эта песня нравится. Это Frozen. Да. Frozen. Она немного такая католическая. Бумажку взял? Да. Ребят, как вам эта песня? Все, я ушел. Давай. Аккуратнее. Такая немного религиозная.
Ой, дорогой мой, я занимался сексом последний раз в декабре месяце. Так, как же тебя тут делать-то? Вот так вот, временно исключить пользователя. Все, вылетел. Мгм. Замечательно. Допизделся. Еще один. Заблокировать надо. А немного вопросов? Валентин, почему вы не навещаете своего лучшего друга Станислава? А, Отвечаю. Если бы я знал, где он находится априори, в какой колонии, еще где-то, я бы с удовольствием приехал бы и навестил. Но поскольку его мама скрывает его место поселения, исправительной колонии, я знать не знаю, где он. Ну и посещение там, по-моему, раз в год только положено. Семья семьей, а бизнес бизнесом. Да, какой я умница. Спасибо, но я далеко не умница. В чем я умница? Изольда, спасибо тебе большое за практически мою цитату, за то, что ты так считаешь. Я тебе очень благодарен. Спасибо тебе большое. На сердце лежит снег, где-то минус 30. Дорога в дом так щемит душу ностальгии. Так много тех, кого я больше не увижу.
конечно, московский акцент проскакивает, потому что, а, ну, я полгода прожил со Стасом, ну, когда с человеком общаешься на том уровне, к этому и привыкаешь. Валентин Васильевич, спасибо большое. Да нет, у Стаса на самом деле далеко не сельский акцент был. У него на самом деле московский акцент был. Ну, и есть, наверное. Я могу ответить по поводу Ивана Филатова и Аркадия Старикова. Только давайте адекватные вопросы. Нет, я зла не держу. Я абсолютно зла на них не держу. И я даже, знаете, есть определенная молитва о заключенных. Я молюсь о заключенных Иване и Аркадия. Я молюсь. Ой, какой здесь спертый воздух от шавермы. Чай быстро? Очень. Меня еще не успели достать. Что, ты одну взялся? Да, я не хочу напиваться. Все, пришел хозяин чата, канала точнее. Я еще раз говорю, я никак не вправе помочь Аркаше и Илюше. Я не вправе никак, я не могу ничего сделать. Это все делает следствие. Солнышко мое, достань, пожалуйста, из моей куртки, Что? из внутреннего кармана заявление. Из левого, Да, я внутреннего, понял, блядь, да. швырнул, как, блядь, муж жене, блядь, при разводе. Вот смотрите, что я написал. Я отказался от участия в суде.
блядь. Ёбаный Слобин. Вы не видите. Озвучиваю. Слушайте внимательно. И не пишите всякую хуйню. В суде Советского района города Брянска Немченко РП. Я, Ганчев Валентин Владимирович, уведомляю о рассмотрении дела в отношении Филатова Ивана Николаевича и Старикова Александра Аркадия Сергеевича 29.03, 31.03. Прошу провести судебное заседание в мое отсутствие, поскольку не могу принять в них участие. О последующих судебных участиях прошу вас меня уведомить. 27.03.23 ВВ Ганичев. Видите, я не участвую в судебных заседаниях. Ну а я-то тут при чем? Что я могу сделать-то? Засудить без меня. Россия сосущая псевдодержава. Осуждаем. Уёбок, блядь, Россия ебучий. вонючая. Блокировала. Россия великая страна. А ты долбоёб. А куда ты же как-то желто делаешь? Папа. Ну, сиди тогда. Да подожди ты. Нету здесь. Потому что я взял, что с тобой. Да, что-то есть. Ну, не знаю. То, что претензий я не имею, я уже указывал 1850 раз. Ну, примерно. И именно в суде. Правильная статья не издевательство, а истязание. 117, часть 2. Почитайте в интернете.
Наумов, Да, нахуй ты меня убил-то? так надо, А? так надо. Вот видите, Наумов говорит, что он убил Мидию, Валю. Так надо. А мы тут сидим, гадаем. Кто, кого, чего. А тут здрасте, приехали. Наумов, ты садист. Вранье. Я добрый человек. Можно я буду блокировать? Можно. Ну хотя бы на время. Вот даже фраза. Валентин, он хочет, он от вас только денег. Пожалуйста, бегите от него. Имя кто пишет? Здесь чего-то. Ну, сейчас придешь, покажу тебе. Ну что ты ему скажешь? То, что он маразматик. Так, Сидорович, это у нас кто? Предположительно. Предположительно, это Маша Суралмаша. А что она мне пишет? Валюша, здравствуй. Ну вот она подкатывает к тебе уже. Ну ты куда убежал-то? Я писать хотел в туалет, можно? Я не знаю, я какать хотел вообще, не может. Ладно, иди. Вот это за хиромант. Он мне постоянно про какие-то твои заработки пишет. Надо вот так сделать. Я пойду пописываю. Я понял. Я никого не забыл.
Так пусть напишет нормально. Дорогой, который ты донатил, напиши нормально. Да уж Верки Сердючки 100 лет нету в пространстве медиа. Пусть сидит себе на Украине. Ну конечно, к тебе на Рублевку. А я тебя прям знаю, уже выезжаю, уже билет закупаю. Сапсан заказывай. Меня Наумов хлеба лишил? Эва как? А ты мне деньги скинешь и деньги на дорогу с паспортом. Ну, фото с паспортом. Скинь мне, пожалуйста, в ЛС. В Телеграме. Я посмотрю. И с тобой сначала пообщаюсь. Так, смотри, я, по-моему, вот это изи-пизи я случайно забанил. Изи-пизи забанил. А как ты это понял, что ты его забанил? А они все пишут. Да, что ты есть? А может они пиздят? Сидорович. Изи. Тебя Валя забанил? Ты просто удалял сообщение. Удалил это сообщение. Ты не блокировал людей. А вот, женщина всегда скучал пользователя. Мамонтиха. Так. Ну они там про нас с тобой писали. Угу. У тебя сел телефон, все. Бля, изжога началась. Чего? Изжога. На нервике. Ну, наверное. Да, больше не зачем. Ну не из-за водки же, ты водку не пил. Из-за гаражиков не может быть. Ну, из гаражика почему как раз таки может? Почему? А кто такой Next 2? Не знаю. А в чем тебя спрашивают о нем? А я откуда знаю? Я его разманю. Кого? Или... Да не банил, блядь, я его. Ну, сейчас увидим.
Ты куда? Туалет. Да, давно нормально не ел. Если не считать то, что там шаверма, это нормальная еда. Это нормальная еда, естественно. Всякие эти ролтоны, хуйлотоны, плюс еще алкоголь. Естественно. Так, сейчас, секундочку. Не, его нету в забаненных. Ну, значит, пиздят, блядь. Так, надо проветривать, потому что тащит. Проветри. Ой, ну ты совсем... Зачем ты там идешь, Валь? Ты с ума сошел? Ну ты просто обойди с этой стороны. Нету. Заблокированных его нет. Ну все, слава богу. Четыре... А, 30. Нет, подожди секундочку. Так, осталось 33 минуты до конца стрима. Сколько? 33. А то у тебя таймер, что ли? Да. На час мы продлили же. Ты раньше хотел? Не. Мы пропустили, когда нам регираж, режираж, короче, пиздец, режираж. Я английский не изучал, а французский изучал. Поэтому ошибки допускаю. Ты водку-то начал пить уже? Ой, Спасибо за совет. а ты почему А без не- тебя бы не разобрался. А почему ты ее не пьешь? А мне что, упиться ей, что ли? Я думал, ты А не утром начал. не встать? Мгм. Я хотел с тобой. Так а я же тоже. У меня вот пиво. Ну, ты же в туалете был. Мгм. Тоже. Такие все умные, блядь. Вот без вас бы никуда вот вообще бы не проехалась. Мгм. Европа-то. Мгм. Мы сегодня в одной кондиции уже в течение часа дня. Почему молодежь такая, блядь, наивная, а? Дайте-ка мне прочитать. Ой, оставили мне старичка. Нашего Изи. Блокировать, разблокировать. Чего? Ой, тебя-то, его-то не заблокировал-то. Да я так и думал, что я его не блокировал. Ну, все, я сейчас разорву. Он что, ты не можешь открыть? Вот.
Спасибо. Ну что, хозяйки-то будем делать? Папа? Угу. Как? Как умеешь. По злому. Не в то горло попал. Да все, хватит. Нормально? Да. Ой. О. О. Аж и слезы из глаз. Угу. Ну да, как-то не туда зашло. Ну такое бывает. Лежал Глотнешь? неудобно, да. Сидорович, приятно, что ты знаешь, как зовут моего кота. Да кто это все-таки здоровье? Я думаю, все-таки это Маша. Но они мне писали, что не Маша. Но они писали, что я и изи-пизи Не хотелось бы думать, что это была бы Маша. Да, да, есть немножко, Сидорович. Тишина иногда бывает полезна. Но пока ее не имеем права делать. Чего написал? Отличный мат, ощущение суфарфу. Они опять издеваются надо мной, говорят, что я морщинист. А что про тишину ты говоришь? Что тишины иногда хочется. Это эти стримы постоянно дают суматоху. Вы на стриме говорим, как-то кота зовут. А, ты на стриме, ну понятно. Почему крест перевернутый пишут? Это у вас мозг перевернут. Спасибо. Я доначил. И похоже, я в бане. Мой ник Раги-Раги. Раги-раги? Нет, это не в бане. Такого нету. Я же сейчас посмотрел. Там не Но так если много бы ты людей. в бане был, ты бы не мог донатить. Там не так много людей в бане. Я сейчас посмотрел, все, кто есть. И там тебя нет. Раги-раги. Не Изи. Тоже нет никого. Спасибо за донат. Ну, проверю на всякий случай еще завтра. Я просто видел всех, кто в бане. Такого ника нету там. Куда бы ты ни шел, направо мир пустой, над самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла, все будет хорошо. Куда бы ты ни шел, направо бой, направо мир пустой, над самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла. А кто это поет? Кто это поет? Митя Фомин. Хай-фай? Да. Wi-Fi? Ну, он уже не хай-файв. Он уже просто... Флай? Мегафон?
Он же просто Митифамин. Он сам по себе. Валя пишет, набирает вес. Чего? Отъедается. Набираешь вес. Вес. Надо будет взвесить. Ну что, скоро похудеть. Вот это петь, танцевать, а тут тихо надо себя вести. Так не прикольно даже. В любой момент могут зайти и отнять алкоголь. Честно купленный. Мы сегодня экономили, блядь, чтобы больше взяли. Сэкономили. Сэкономили, блядь. Взяла, украла нашу водку. Тварь ебаная старая. Не, я завтра выскажу ей, чтобы отдала. Давай сам высказывай, иначе я, блядь, разведу. Я все таки в бане. Нет моих сообщений. Роги-жоги или роги-роги, он сказал. Роги. Кто нам на водку донатил? Это Изи-пизи. этого нету, но вот роги-роги, Ну. вот хуй знает. Ну, не банил. Нет, у нас изи на одну водку, а этот, видимо, на другую, понимаешь, это разные водки были. Так, сейчас мне надо сесть опять. Убери ноги тогда. Ой! Ипифи. Господи, такого нету. Оги-оги. Или гоги-гоги. Клава Кока даже в бане. Эдмора. Рама. Фидель Кастро. Клим. Мазоха. Майерс. Лимончик. Нету. Это, видимо, не знаю, почему у тебя нету. У тебя и тут нету, получается. Ничего не могу сделать. Я вот смотрю всех, и вот этого ника, который ты сказал, нету. Далей. Вытащил тебя. Нет. Ну что, еще выпьем? Налит у тебя? Вы разбираетесь с своими разборками. Засада. Ник Раги-Раги. 2 раза Раги. Да, я уж понял, Раги. Нет тебя в списке бана. Я не знаю, куда ты. Может, завтра появишься.
Ну пока там тебя нет, я не знаю, почему ты писать не можешь. Ну, понятия не имею. Раги. Я очень мстительный. Вот ты к чему? Они поймут. Хорош, я сегодня блевал стейком, а вы? Не, мы не блевали. Но если что, будем блевать шавермы. Ну, я думаю, не будем. Не дай бог. Не будем. И? Блядь. Я долго держать буду? Стасик вспомнил. Стасик вспомнил. Ромку. Ром? А ты знаешь, откуда эта музыка? Угу. Ну-ка напомни. Какая вот эта? Да. Напомни. Из фильма. Из какого? Ну? Сейчас. Сумерки. Сумерки, да. 2008 год. Господи, Я как недавно на унитазе блеванул. Такого и бывает. Сижу по-большому и так приперло блевать, что я хочу встать, привстать, чтобы в унитаз блевать. А у меня не получается. И получается так, что я все 4 стенки этой кабинки просто обливал по кругу. Такого у меня не было. Пришлось потом все убирать. Это пиздец. Вот настолько вот неудачно, что Ну, вот бывает. просто обливать все 4 стены. Ну бывает, ну ребят, ну а что По такое? кругу. Не получилось в унитаз плевануть. Спасибо, поп. Такого наказания, как на Срум, в апогее Клопа еще не было. Мы вообще-то с Валей и год назад стримили, и 2 года назад стримили. Просто так, чтобы он приехал надолго ко мне, такого не было. Никто и стримить не собирался. Никто никакие завозы, ну, ты же не видишь вопросы. Никакие завозы никто не собирался делать. Валя приехал отдыхать. А что-то не нравится, вы можете не смотреть. Это же так легко и просто. Никто ж никого не заставляет. Ну, прикинь, сегодня Москвин завез как за всю твою стримерскую карьеру. Может быть, его в Питер позовешь к себе. Ну, откуда ты знаешь, сколько я за всю свою стримерскую карьеру завез? Ты что, за мной следишь? Тем более, еще раз повторяю, я не трэш-стример, и вообще не стример, я любитель, и от меня никаких завозов-то, в принципе, не должно ожидаться. Ну, давай выпьем с тобой, если ты не Маша. Я не буду. Не хочешь Сидоровича Нет. выпить? А вдруг это действительно Сидорович, какой-нибудь интересный Да, мне- человек? Ну, я, не Маша. я только что выпил, извините. Пусть ждет. Или внеурочную 300? Да? Я что, теперь с каждым из чата буду каждые 2 секунды пить? Да я что? Обсынку головой пизданутый? Нет. Не важно, Сидорович. пусть Будешь голосовой Машей. пусть голосовой запишет, что это Не именно Маша. Сидорович. Сидорович, напиши голосом, что ты мужским голосом, настоящий свой голос. Ну, как бы. В покажи. личку. Можешь прямо вот в чате, в аудио.
Ну это платно. Да, 99 рублей. Да. Соточка. Это же денег стоит, блядь. Это ж пизда. Все, опять у меня телефон пизданулся. Пиздец. Не, она со Сланом нас не штурмовала. Блендер штурмовал, Маши с ними не было. Она была в чате. Как раз таки она была в чате, Сидорович. И ты был там. Я? Нет, она. А, Он. так он или она? Они. Оно? Может, оно? То есть ты считаешь, что все-таки это один и тот же человек? Или все-таки два разных? Мне сдается один и тот же. Гасти, наверное, поет. Да, Арти Гасти. Ее голос я узнаю из тысячи. Очень такой редкий голос. Песню-то этого не слышал никогда. Нам вас скинули из Дискорда. Джессика, твои комментарии. Да, видели это уже. Это кто написал? Ник хорош А. М. Могу сказать, ну, значит, будем жить без дискордового села. Окей. Да проживем, господи, ну что такого страшного-то? Ну, ведь хейтер, мир но не не перевернулся из-за этого дискордового села. Да, конечно. Вот все что-то трясутся. Ой, дискордовое село, меня выкинуло дискордовое село, блядь, Спасибо, все хорошая. пиздец. А что это такое? Ссылочку скинули? Ебать! Вот нахуй эпопея! Блядь! Дискордовое село, блядь, скинуло в своей хуйне, блядь, обосранной, блядь, ссылочку, что началась трансляция. Ну все ебать! Ну все ебать, теперь все, блядь, все, теперь стрим пойдет. А там знаешь сколько? Там 10 тысяч человек. Я знаю, сколько там, не надо мне рассказывать, как Ну. стримеру. Ну, и что, это разве плохо, когда тебя 10 тысяч человек смотрит? Ну, видят твою ссылку. И что? Нет, ну это плохо. Нет, это неплохо. И теперь этого неплохо нету. Стопарик 10 тысяч за это задонатил. Чтобы нас там... Флаг ему в руки и барабан на шею. Ну, это я так же говорю. Да. Он донатить может... Слушай, а может он задонатит? Что? А вдруг мне плохо станет? Я вызову скорую, и скорая мне вколет укол, он задонатит 200 тысяч, чтоб мне вкололи такой укол, чтоб я сдох нахуй. Мне что теперь этого стопарика бояться, что ли? Скорую не вызывай теперь вообще. Стопарик, блядь. Хуярик, а не стопарик. Не понимаю. Сейчас я буду каждого стопарика буду бояться, блядь. Ага. С 2017 года, блядь, никого не боялся. А тут какого-то Да я у Шкила никакого стопарика не боялся, блядь. Только он с ним дружил. А теперь я должен испугаться. Горшок неси. А то обоссусь нахуй. Надо эту женщину опять вызывать. Пускай несет горшок. Стопарик, блядь. Ну пусть он хоть миллиардами всех засыпет. Но я же не прекращу стримить-то. Да хорош, хороша, Мне легче его, блядь, засудить. Через отдел К найти. Но, говорят, он не в России живет.
И она моя. Интересно, какое его дальше действие будет? Да все, я думаю. Хотя, может, не все. Ну дальше-то, уже куда дальше-то? В другие какие-нибудь еще фабрики, чтоб не анонсировали. А какие еще анонсируют? Ну, есть. Ты просто в них не сидишь. Не буду говорить, а то и туда задонать. Да, я не так узнаю. Максим, Да. завтра идем покупать зарядку. Да. 30 минут стоит 1%. А почему? А ты точно воткнул? М? Максим, он включился, и вот 30%, ой, 30 минут, вот он стоит, и висит 1%. Да это не может быть так. Ну, а я что, долбоеб? Я хожу, проверяю. Ужас. Ну, дайте мне встать. Ты давно пил? Ой, дай мне руку. Сейчас, подожди. Ой, ты тяжелый. Максюш, Давай, Максюша, тяни. Максюша, Максюша, Максюша. Да Максим! Фу, сука, сколько ты весишь? 100. Не пизди. О, При 1,87 м, таким дрищом 90 ты не можешь весить. аж схватил. Спасибо, что смотришь нас на фоне. Даже миллион новых хуй. Ну сколько там? 1%. 1%. Смешно. Ну подожди, сейчас может скоро 2 будет. Еще через полчаса. Очень смешно. Ну что, налито? Ну что, вчера же она, сегодня у тебя заряжалась. Ну, сегодня до нуля довели. Довели. Ну вот он не может в себя прийти. Я что могу сделать? Валя приехал уже изначально ко мне без зарядки. Это стечение обстоятельств, что у Вали нету, плохо со связью. Утром идем покупать. Да, давай. Все, меня заебало это. Давай, ты уже сказал это. Я тебе еще вчера днем сказал, но ты меня проигнорировал. Нет. Благополучно. А куда мы ходили? Мы вчера целый день где-то были. Тебе сейчас скажу, где был. Где? В пизде! На верхней полке, блядь. Тебе передают, Валентин, глубокое уважение. Гость ест. Сэмми.
Там про Рублевку-то еще ничего не пишут? Полицейский с Рублевки? Не, просто про Рублевку ничего не Нет. пишут. А что писали? Да, Ну-ка. до тебя, да. Про кого? Про тебя или про меня? Нет, что меня приглашают на Рублевку. На Рублевку? Да. В Балашиху? А, Ой, точнее, в Барвиху. не указали. И поезд-то за их счет, и проживание-то за их счет, и бери кого ты хочешь. Ну вот просто вот. Поляна будет, да. Да. Поляна Чебупели, да? Да, а я так сидел, знаешь. Да, жду. Заказывайте билеты, блядь. Ну, выезжаю. Чучело, блядь. Вы чучело, блядь. Вы чучелы. Ну, не все есть хорошие тут. Не все. Ну, много. Много чего. Есть хороших людей. Ну, так же, как и много плохих. Плохих преобладает. Это и в жизни так. Ребенок, Да. давай выпей, пойдем с тобой покурим. Ну я заебался уже один ходить. Как можем оставить их? Это что же наши дети? Блядь. Точняк. Ну, сходи один, только аккуратно. Или, может, не пойдешь? Ну я курить хочу. Зачем тебе столько курить? Хуя. Я последний раз ходил чуть ли не час назад. Ну, а как часто ты куришь? Каждые 15 минут? Обычно? Ну, если бы, например, были невысоко, да. Ну, нет. Ну, каждый... Ты понимаешь, у тебя сердце нагрузка, там такая высота, ты туда-сюда спускаешься, поднимаешься. Да, это нормально. Нормально? Справишься? Кардиостимулятор. Только прошу тебя, ни с кем не разговаривай. С кем? На улице я имею в виду. 4:30 утра. Ой, там, знаешь, сколько я выходил, столько людей. Из столько такого вида бандитского, пожалуйста, ни с кем не разговаривай. Молодой мой, во-первых, у нашего никого нет. А уж дальше я никуда не собираюсь. Ну да. Ебать! Да ладно! Что? На 4% повысилось. 4? Так видишь, все, зачем тебе зарядка, все нормально. Это ты сказал полчаса 1, а вот тут ты за 5 минут 4. Сейчас посмотрим. Ну посмотрим, что будет дальше. Ребенок, не скучай. Ты ключи взял? Да. А ты сигарет, конечно, не купил. Нет. Ну, я, ты знаешь, не особо курю. Вот это ты любишь курить много. Я хабарик. Захабарю пару. Завтра я тогда пойду сам. Куда? Куда? Пизду. Наличку мне оставишь и пойду. Наличку. У меня самого ее нет. Мне все по безналу. Ни в коем случае. Валя любит выпить. И вот попробуйте Вале не налить. Я посмотрю, что будет с вами. Он будет падать, терять сознание, биться головой. Не знаю, где-то актер, где-то не актер. Но все нутро его будет говорить о том, что, блядь, если не дадите мне сейчас водки, я умру. Максим, очень печально задонатить и сидеть в бане. Посмотри, пока время есть.
Кидаю ссылку на канал https://www.youtube.com/собакарагираги534. Так а толку-то, Раги-Раги? Ты ж мне сказал имя. Я посмотрел, кто в бан-листе в сообществе. Других-то у меня способов нету вытащить тебя из бана. Только ты должен быть там, чтобы я тебя вытащил из бана. Я обновил студию. И в бане тебя нету, Раги-Раги. Ну, не знаю. Я понимаю тебя. Ну, я дважды уже смотрел, не буду уже я третий раз смотреть. Ну, это пиздец. Ты там не появился просто вот так вот прямо сейчас. Тебя там нету в бане. Там у меня 10 имен. И среди них Раги-Раги нету. Может, появишься позже. То есть, как бы там, может быть, ну, с каким-то промежутком времени ты там появиться должен. Не сразу. Хотя я всегда думал, что сразу появляется. Не тупи. Спасибо, что выкинули медийные хроники из анонсов. Нам вообще никакие анонсы не нужны. Нет, я не начал канал, никогда не начну. Я уколов боюсь. Выглядишь как почта. Ну, ужасно. Это обидно. Кариночка сказала, что я выгляжу очень хорошо, когда я сегодня сидел топлес за косарь 10 минут. Ей понравилась моя ключица. Ну что, дожинаемся Вальку? Или все? На этом заканчиваем наш стримчанский. Ну, хватит уже. Мы же сказали до полчетвертого. Сейчас как раз 3:33. Надо загадывать желание. Загадал желание. Все, ребят. Валька, не надо дожидаться. Надоело этот клуб банить. Ну, блядь. Как банят, так разбаним. Пиздуй нахуй отсюда завтра ТВ. Честно. А я тебя вытащил из бана. Водолей. Я вроде сегодня вытащил. Блять, сохранил ли я изменения, когда вытаскивал вот этот момент. Ну вот я вытащу тебя. Также и тебя. Я, короче, всех вытащу. Честное слово. Я вот всех так вытаскиваю каждый день. Он затаскивает, я вытаскиваю. Да, так и сделаю. Я иногда сам, мне так удобно, с своего телефона смотрю и делаю. Ну, иногда и он это делает, когда я ухожу. И порой я забираю модельку.
Мне кажется, я скоро ёбнусь. Это реально скоро дурку мне надо будет заказывать. У меня уже хейтеры не страшны, насколько страшно мое психическое состояние возвращается. Не может открыть. Выключить. Ну, и вот у меня такая же история была. Ну что, дошел? Да знает, конечно. Жалко, я уже заебался объяснять, что никаких завозов и не планировалось. Валя приехала в секунду, и никаких завозов было Секунду. пару. Давайте так. Секунду. Я позвонил за сутки. Да. Я спросил, Максюш, можно? Сказал, Ну, Бога ради, приезжай. приезжай. Все организую. Я поехал на вокзал, взял билет. Через день я выехал. Все. Все. Не, я к тому-то, что мы не планировали никакие завозы, никакие специальные, там, знаешь, проплаты донаторов, чтобы вот какой-то, или у нас Да нет, конечно. желание Ну, вдруг у меня просто- возникло просто- стать садистом в какую-то секунду. Нет, мы Просто- с Варей 5-й год знакомы, у меня нету и не было никогда желания им становиться. Я, во-первых, не являюсь им, а мучить Валентина я не собираюсь, и мне Просто понимаете, это незачем. я не знаю, понимаете вы или нет, но правильно вот Максим сказал, что мы с ним знакомы 5-й год, и на протяжении 5 лет Нулевые потоки приносят ему возможность оплачивать все, жилье, алкоголь, еду и так далее. хватит. Хватит перед ними оправдывать. Да, конечно, они же не видели тебя в перьях, в воде, когда вот ты лазил по вот этому. Ну а что, домику. они не видели? Ну, тот, кто пишет, не видел, поэтому и говорит нулевые. Потому что там человек 50 мне написал. Ну, если что для вас спасибо, нулевые, это был ну, завоз. сидите, вы сами нулевые. Значит, вы сами нулевые. Понятное дело, что не будет этот завоз каждый день. Значит, вы сами всё в порядке с нулевые. Если вы не следите за контентом своего, как правильно сказать, Стримеры. стримера, вы его подписчики, если вы его не, Не видите если вы не нарезках. видели, если вы не видели, а только тупо смотрите в нарезках, но смысл от вас, как от подписчиков. Так и нарезок бы не было, если бы они были нулевые. Так там же столько нарезок было с того стрима особенно. Там нарезок 20, наверное, один стрим только принес. Ну, я не хвастаюсь. Мне многие сказали за этот стрим, заебись. За тот. Да ладно, пускай я буду в бане там, похуй, не надо меня. Ребят, ну вы поймите. Да, я расстроился, и это действительно расстроился. Из-за чего? Ну, из-за того, что больше не будет в селе. Чего? Не будет анонса в селе. Да успокойся, господи, ну чего вы? Не, заплачь. нет, я не буду плакать, конечно. Ну, прорвемся без него.
Не, ну... А вы, наверное, хотите, чтобы Валю я подвешивал на трусы и меня посадили. И Валю потом еще. А меня за что? Не знаю, то, что против твоей воли с тобой что-то делают. там. Ну, за это не сажают. За это как минимум, ну, минимум признают потерпевшим. Как максимум дураком. Что лучше, сесть в тюрьму или в дурку? У Купала спроси. Нет, как ты думаешь? Я никак ничего не думаю. Я ни там не был. Я не могу сказать. Не знаю, предположить, что по фильму, там, по книжкам. Ни таких фильмов, ни таких книжек не читал и не видел. Для меня это новшество. Не смотрел фильмы про тюрьму? Никогда. Никогда. А мы теперь гостям не верим. У нас все гости предают. Говорят, спрашивают, где гости? Что? Руку. Так оно и есть. Кто поет? Жан Фриски? Царство небесное. Ну тут это не она поет, тут группа целая поет. Она тут полчаса она поет, наверное. Потому что это уже новая какая-то перепевка песни. Без нее. Ну, голос ее. В конце концов, останется только явный минус. Кстати, Сидорович написал. Угу. Я так почему-то и думал. Тебе жалко Жанну? Жанночку, да, жалко, очень жалко. Вот она. Жить бы дожить, да? Вот. Да-да. Ну что, ты выпьем по стопочке и Да. спать? Или еще ты хочешь пообщаться со зрителями? Видите? Она умерла в 40, а вы больше не проживете. Добрые люди, сразу видно. Да, конечно. Доброта в этом... Пыщет из души. Да. Богатые, духовно. Сейчас, выпьем. Наливай. Ну что ты молчал? Сейчас у меня уляжется вот здесь. Изжога. Изжога тоже. Да. Интересно, я выходил куда-то?
А ты помнишь стрим? Ну, конечно, он помнит, как вот он мне недавно про эту лодку рассказывал, как ему понравилось. Но потом в конце его начали топить. И это ему не понравилось. Но поначалу тебе понравилось, как они поначалу плыли? А? Валь. Валь. Лодка понравилась? М? Валь. Тебя спрашивают. Последний. Я ж не вижу. Нам, когда Валю домой, число назови. Как никто не знает это число. Даже Валя. А тебе-то какая хуй разница, когда я домой? Может, я вообще в Питере, блядь, останусь? Тебя что, перевернет от этого? Я вот понять не могу. Ну, тоже не понимаю. Что это вот что это такое, вот это вот? Что это такие? Подожди. Валя, это Аслан, никто над тобой издеваться не будет. А! Я от этого долбоеба знаю то, что ты читаешь. Сначала он к тебе хорошо, а теперь ты долбоеб. Угу. Мгм. Нормально? Нормально признавался к нему в любви? Угу. А теперь ты долбоеб, Угу. чтоб я от тебя бежал, Угу. А я уши развесил. а я тебе еще ночью говорю. Кому ты веришь? Двойной агент. Ну, ты можешь ему сейчас передать. Так я уже с ним разговаривал, уже, когда читал чат. Да не, он сейчас видит все. Да, я же говорю, да, я знаю это. Ну давай выпьем, нальем, выпьем. Подожди, сейчас у меня... Лежа сюда. Да, блядь. Нахуй тебе. Валя, когда к маме? Извини, но я блокирую. Ну, давно напрашивался, на самом деле. Всех удалил. Вон еще кто-то что-то написал. Эх. Ничего. Нормально. Эх, Эх, эх. Ну, да, не за что банить. Эх. 2 буквы всего. Минуту. Бешеное сердце бьется. Его зовут Валентин. Валя выглядит на 25. Ой, ну не надо мне льстить, а. Не, Все- не все- любишь, когда все- тебя все- льстят, да? Все вы знаете, сколько мне лет. Сколько? Все. 32? 40? Ну уж ты-то 100% знаешь. Ну ты-то чего, блядь? Да 40, я знал, да. Че, не 40?
Пишет ему 60. Ты обманул? Всегда обманул? Пишут 60. Ну да. Лирик Аршба. Это знаешь, кто поет? Билан? Это? Да. Вижу. Валя, улыбнись, они все просят, чтобы улыбнулся. О, с ума сойти, Валя. Все, там сейчас перевернулись люди на той стороне. Ты хочешь жести, плохие есть. Мы будем вместе, как такой красивой головы. Помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, свобает на ходу. Если хочешь его, я к тебе приду. Я устал, я хочу спать. Это ты, это я, между нами магия. Тебе пишут, если тебе сейчас позвонить, ты ответишь? Нормально поговоришь со Сланом. Пока занят. Ну, а попозже что-то. Ну что ты так на меня смотришь? Ты почему не хочешь? Твой товарищ, поговорить с ним. А в чем? А вот у него и спросишь, что он хочет. Ну, пускай позвонит, ты ответь. Да? Ну что? Ну нет, что тебя заставляю, что ли? Ты сам решай. Ваня тебе ВК писал, ответь там. Что? ВК он тебе написал. Да пусть КВК. КВК. После Блядь. После стрима набирай меня. Я включу связь. А если сейчас наберет? Но я не отвечу в течение стрима. Хорошо, пишет. Возьму говорить. Блять, уже 4 утра. Не, надо закругляться, ребят, уже Да. потихонечку. Да. Вот как раз и поговорите, ребят. Все, Всем вот спасибо. это все убирай нахуй. Не, давай я допью. У меня целых полбутылки еще. Может, гляди, кто под конец нам, блядь, спокойной ночи пожелает в виде донат. Ой, какой ты наивный мальчик. Ну, это реально мне так Вот иногда... на год старше меня, а какой наивный мальчик. Да, спокойной ночи. Я хотел бы, Да. чтобы кто-то мне пожелал. Да. Минимальным донатом. Почему нет? А не хочешь, чтобы тебя в лобик еще поцеловали? Ну, на ночь? они там не смогут. Они как выйдут из камеры, что ли? М? Как в фильме «Звонок». Какие вы все наивные. Не знаю, мне часто в моих стримах дома поздравляют. Ну, поздравляют. Аслан, Спокойной звони. ночи. Сейчас сидеть просто так, хуйню пороть перед камерой.
Звони, пока еще не разрядился до конца телефон. Да. Привет. Не вашими молитвами, но слава Богу. Спасибо. Что? А моего друга чуть... А сделай громкую связь. А моего друга чуть дверь моему не вынес. А при чем здесь Купала-то? Купала уже давным-давно в дурке лежит. Да, вот из-за него он там не лежит. Вот поэтому я туда и долбился. Потому что он там лежит из-за этого долбоеба. А он что, его туда положил? Да, как, не знаю, ты сейчас трезвый, да? Да, трезвый. Давайте я расскажу прям. Сейчас, можешь даже на стриме громким сесть, я сейчас адекватно могу поговорить. Чтоб на умах даже слушать. Ну давай, хорошо. Без Б. Давай, говори. Ты не выключил? Нет. Только давай так вкратце, потому что у меня 5% осталось. Блин, а Наумов меня слышит? Слышит? Короче, была такая ситуация, что Купала вышел в Питере из дурки, и он мне написал, типа, Аслан, типа, вот у меня ни квартиры, ничего нет, давай я приеду в Ярославль, типа, сними мне что-нибудь, вот. Купала ко мне в Ярославль приехал. Я ему снял домик за Волгой. Ты знаешь за Волгу, да? Да, знаю. Вот. Я Купале снимаю домик за Волге. Уговариваю хозяина удалить объявление со всех сайтов, чтоб, хейтеры не спалили и не кидали там ничего, да? Угу. Вот. Уговорил я, значит, Купалу и снял ему домик. Да, там чуть было холодно, потому что это было вот прям вот пик зимы. А этот дебил писал Купале: уходи от Аслана, он тебя на деньги обманывает. Я с женщиной-кошкой договорился, он тебя в Москве примет. Вот тут я вобьюсь. Я вообще никогда в жизни, Слышишь? ни в Слышишь? жизни, никогда, Я блядь, разговариваю, заткнись. никогда в жизни не был знаком с этой девушкой-кошкой. И в итоге девушку-кошку Всё. Фокси подозвал, а не я. Твою ебучку, я разговариваю. Поэтому... Так, Не, подожди, то, что ты говоришь, Слушай, с девушкой... Так, Мне интересно, ты мы сейчас... дезинформируешь человека. Я с ней никогда не знаком и никогда Ладно. не был знаком. Я сейчас с Валей разговариваю. Все, говори, Аслан. Вот, короче, этот дебил пишет Купале: уходи от Аслана, он тебя на деньги обманывает. Угу. Сережа, Сергей Колин, будем уважительны к нему, как-никак. Он мне говорил: Аслан, я когда напиваюсь, постоянно трачу деньги, оставляй их у себя. Он мне всегда говорил. Вот, а этот долбоеб писал ему в личку: че Аслан отдал за стрим деньги? Че Аслан отдал за стрим деньги? Уходи от него. А в этот момент трезвый мне Сережа говорил, типа, оставляй деньги у себя, а когда напивался, он по пьяни, типа, говорил: твой, деньги, все дела. Подожди. Короче, потом Купала уехал к кошке девочки из-за Наумова, и там он ему в рот хуёв насувал и улетел в дурку, и дальше произошло то, что он оказался в дурке. Только с кошкой-девочкой я никогда не был знаком. Ты дебил, блин? Так, Я лично- убери там на втором плане Леру.
Можно даже ради прикола кошки-девочки написать, найти ее контакты, спросить вообще, каким образом она связалась с Купалой. И кто конкретно, это Фокси, и кто конкретно ее к ней подвел. Слышишь, приколист ебаный, я не из-за Вали. Я с Валей на день рождения демона поговорил, и он прекрасно знает, что я ему ничего плохого, ни его телефон не буду разбивать, даже если мне стопарь миллион закинет. Я ему ничего плохого не сделаю. Ни тех видаков, из-за которых ты постоянно пытаешься Валю напугать. Я видаки, ничего плохого никогда... Хоть одну хуйню покажи мне, что я когда-либо кому-нибудь что-то делал. Ну, Аслан, согласись, такое было. Да, я тебе телефон разбил за 5000. Ты после этого какой себе телефон покупал? В плане какой? У тебя было телефон? Да, Валя, слышишь? Да, слышу. Помнишь, на день рождения демона я тебе обещал, что никогда в жизни тебе ничего плохого не сделаю? Да, ты мне обещал. Я до сих пор это обещание буду держать. Просто не слушай этого дебила, который постоянно говорит видаки. Никогда в жизни ни тебе, никому я видаки нихуя не сделаю. Ни мне, ни моим друзьям. Нет, с Наумом у меня отдельные проблемы. Понятно. Я просто на Наумова обижен из-за Купалы. У меня с ним другие разговоры, но не слушай его, то, что я тебе что-либо плохое сделаю. Нет, ты скажи, я тебе говорю об этом, что он что-то тебе плохое сделал? Нет, я сейчас с Валей разговариваю. Ну, блядь, а что ты говоришь, что я, блядь, что-то говорю тебе? Я тебе вообще не говорю. Заткнись нахуй. Блядь, не говори за меня, блядь. Я сейчас с Валентином разговариваю. Валя, слышишь? Слышу. Помнишь обещание мое на день рождения демона? Да, ты мне сказал. Оно- Ты меня оно не никогда- тронешь, Ну, ничего. это все, блядь. Оно не Ну, тоже. нарушится никогда. Не слушай этого дебила. Так, Да не слушай этого дебила вообще. Я тебе об этом дебиле даже и слова не говорю. Да. Мне на тебя, как на дебила, вообще до лампочки. Он про Слышишь, тебя... хуйло, даже если у тебя Валентина не будет, я все равно буду стучаться. Да мне похую, ты у меня уже на заметке. Твои угрозы все записаны. И мне в любую секунду вообще похуй на тебя. До свидания, блядь. Гандон, блядь, что ты мне будет говорить? Иди нахуй, блядь. Вот, иди нахуй. Что-то мне звонит, блядь. Тебе дали поговорить с человеком, блядь. Ты говоришь, что я там о тебе что-то говорю. Если бы я хотел, ты даже бы сейчас не поговорил с ним. А зачем ты связь прервал? Ну, потому что я не захотел дальше его слушать. Вот и все. Мне не интересен он. Будет, не будет. Все записано. В любую секунду угроза жизни УК РФ. Я надеюсь, ты прочел эту статью. Теперь пизда. Ты такой козырь мне в рукава дал. Что-нибудь минимальное сделай хотя бы. Прям сразу поедет туда. Угроза жизни, угроза убийства. В прямом эфире. Все записано. Ну, это серьезно. Ты понимаешь, его хейтеры, и также мои кореша, которые говорят, да что ты церемонишься с ним, просто возьми и напиши заяву на него, да и все. Тебе человек угрожает, тебе человек вламывается, у тебя все доказательства есть. Тебе он говорит в прямом смысле, что тебя убьет. Ломится к людям. Сейчас, подожди, звонит. Да ну, блядь, скинь, да и все. Мне не интересно. Ну подожди. Ну не хочу, честно. Дай слушать. я послушаю. Давай ты скажешь что-то, не будешь слушать. Как? Мне интересно слушать. А, ну все, скину. Да, я послушаю. Я же не участвую вот в вашем этом межведомственном конфликте. Ну, он говорит, что я тебе что-то говорю против него, понимаешь? Ну, да, это я же не так. послушаю. А?
ты не говоришь ему, что, блядь, он вообще про тебя не говорит, вообще Я, знать я, не я знает. просто слушаю, я просто хочу услышать. Да, да, Слав. Валя, привет. Да, еще раз. Смотри, давай у нас с Наумом отдельные проблемы с тобой поговорим. Ну, типа как друзья, как-никак. Давай. Тебе жить негде, или ты вот сейчас вот в Питере находишься, просто из-за того, что у тебя нет выхода? Так, а к чему этот вопрос? Нет, смотри, я могу договориться с людьми, и тебе то ли снять квартиру, чтобы ты хоть вот... Ты вот мне, этого- ты мне уже один раз снял, что я уехал в Брянск. Нет, я тебе серьезно говорю. могу- Я уже уехал в Брянск, спасибо. Да, я тогда был виноват, я ж извинился перед тобой. Извинился? Скажи, что не извинился. Ну, а сейчас что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты от этого обманщика, и ты помнишь, он тебе говорил, что деньги с доната не вывелись? Нет, такого нет. У нас все деньги выводятся. Да? Да. А ты в курсе, сколько у него денег вывелось? Ну, какая хуй разница? Смотри, у него столько денег вывелось, что ты мог уже себе снять квартиру, а вы до сих пор по суточным ходите. Так, давай сейчас это не об этом. Чего ты звонишь? Я звоню тебе, чтобы сказать, что этот человек тебя обманывает. Пожалуйста, просто. Даже я могу с тобой даже не видеться. Хочешь, уходи к кому-нибудь другому человеку, который будет тебе хорошо относиться. Этот человек тебя обманывает, Ваня. Каким образом? Выводилось к нему 40 тысяч почти. Ты сколько денег? За 40 тысяч в Питере можно снять квартиру нормальную. Он даже скриншот кидал, где 40 тысяч, он сам лично, до сих пор есть скриншот в интернете, где он кидает, вот эту фотку, где выводится с донейшена 40 тысяч. Вы до сих пор ходите посуточно. А скажи мне, пожалуйста, а какой ему интерес со мной нянчиться по посуточным, если он мог снять нормальную квартиру? И не нянчиться со мной, а просто заниматься там своими делишками. Потому что он хочет на тебе заработать больше денег. А куда уже больше-то? Ну, не знаю. Ему решать. Нет, Валя, смотри, Валя, я клянусь, если он тебе говорит, что я тебя как-то обижу, я тебе клянусь, я тебе никогда в жизни больше вообще пальцем не трону. Я даже с тобой стримить не буду. Я даже с тобой, если ты хочешь, даже не увижусь. Пожалуйста, уходи к другому человеку, любому, да хоть кому, от этого долбоеба. Ты понимаешь, что он... Хорошо, смотри, допустим, представляем, да, Аслан, ну так, помечтаем. Допустим, если я приезжаю в Ярославль, Ага. к Владу уже никак. Почему? Влад сказал, что на 2 месяца к нему вообще никак. Он там весь в делах, весь в адвокатах. То, что у него адвокат 150 тысяч стоит в месяц. И то, что у него скоро суд. Да, он мне сегодня тоже самое писал. Да. Допустим, к примеру, я приеду к тебе. Пожалуйста, я тебе клянусь, вот сейчас можешь набрать. Я не хочу быть Ванем трезвым. Я тебе отдельно квартиру сниму. Да не надо. С топорем договорюсь. Ты понимаешь, что к тебе никаких претензий нет. Да Претензий только да, к этому. да стопор меня ненавидит. Это да, есть такое, но он, блядь, я клянусь тебе, я тебя ни видоков, ни телефон твой разбивать, ничего делать. Я вот, блядь, своей мамой клянусь, вот все тебя пальцем не вижу, блядь. Даже не разрешу никому тебя трогать.
Что значит никому не разрешу? А что, там в квартире что, блядь, шалман будет? Нет, если даже какая-то хуйня произойдет, я за тебя буду заступаться. Так, а что? То есть ты мне квартиру снимаешь с какими-то соседями? Не, ни в коем случае. Ладно, Аслан, Нет, Валя, у меня, конечно, сейчас заканчивается все время пребывания в Санкт-Петербурге. хорошо. Валя, пожалуйста, ВКонтакте не отвечай. Я тебе написал, ты мне вообще не ответил. Просто ВКонтакте пообщаемся и все. Хорошо. Все, давай. Давай, На тебя, слышишь? да. На тебя никаких обид нет. У меня просто с этим долбоебом отдельные вот проблемы. Все, ладно. Даже если бы тебя там не было, я все равно стучался бы в дверь. Ну, то, что ты делал, это все равно неправильно. Я знаю, что неправильно, но он заслуживает этого, поверь. Да он-то тут при чем? Там дети пострадали. Ну, окей, за это я отдельно... Я перед детьми могу извиниться, но не перед этим дебилом. Я понял. Ладно, Аслан, давай я сейчас все обдумаю. Не надо думать даже, вот если хочешь, оставайся, пожалуйста. Я просто тебе говорю, просто не верь этому, что я тебе какие-то такие. Все. Ну что, малыш, услышал? Да. Ничего нового. Ну, я не хочу сильно анализ сказанного проводить. Могу сказать одно, то, что по поводу девочки-кошки я с ней никогда не встречался, и там его купал с девочкой-кошкой, как его называется, Фокси. Я как раз таки был против этой темы, потому что я сразу Купале сказал, к чему это будет, что это будет унижение со стороны таджика, я был против этого всего. Вот. По поводу того, что я его настраивал против себя. Да, особенно не настраивал, да, написал то, что, блядь, спросил один раз, лишь постоянно после каждого стрима. Один раз я написал, да, спросил, я говорю, делится ли с тобой Аслан? Он сказал, да, делится. Больше я не спрашивал об этом. Кто еще раз? Делится ли с тобой Аслан? Ну, Аслан и Купала, когда они вместе ролик сняли. Вот. По поводу того, что я отговариваю Валю от там, Ярославля, от других стримов, это полная туфта, и Валя прекрасно это знает, поскольку он скоро уезжает сам в Ярославль, его никто не держит, он приехал сюда отдыхать. И если он поедет к тебе, например, Аслан, лично мне совершенно на это все равно. В плане того, что это Валин выбор, Валина жизнь. И он должен туда поехать, если не к Владу, то если там ты ему снимешь квартиру, я наоборот этому буду только рад. И Валя тоже опять-таки знает то, что я не настраивал его против тебя, или не настраивал то, что не едь в Ярославль, или там наоборот, я каждый раз говорю, Валя, скоро домой, скоро домой. Ну, Валь, что не так? Так. По поводу денег. Не 40 тысяч, а 30 тысяч я выводил, это вывод за 6 дней. Но надо тоже учитывать то, что Валя уже 18-й день. Умножьте на количество дней за хоста, умножьте на водку, умножьте на еду и так далее. Поэтому, ну, я скрин тебе, Валь, покажу, о котором он говорит. Там не 40, а 30. Ну вот и все. Все, что я хотел сказать по поводу анализа твоего разговора. Все, я понял. Все остальное, как бы я не против, то, что ты будешь со Славом, если он тебе там все сделает, заебись будет. Я тебе не совсем об этом говорю. Нет, Ладно. ну нет, может ты вообще сейчас мне ничего не говорил. Это я сейчас сказал свое резюме данной беседы. Нужна зажигалка.
а ты что сам хочешь сказать? Твое мнение какое? Я в потерянности. Я вообще, я не понимаю даже, что думать. Мне кажется, Аслану можно верить, он не будет тебя трогать реально. Это понятно. Здесь вопрос, конечно, да, такой. Даже не двоякий. Аслан прекрасно понимает, что я под следствием. Что меня тронешь, себе дороже будет. Ну, не то, что я под следствием, то, что я потерпевший. Что суд идет. Меня тронешь, себе дороже будет. Причем в двойном ракурсе. Но мне вот эта вот прерогатива, приезжай, я тебе квартиру сниму, а откуда такая благородность? Вот это вот мне как-то... Вот это меня неко смущает. Не знаю, Валя. Пытаться можно, попытка не пытка. А может, это будет пытка? Но тоже знаешь, что тебя смотрит твой следак. Не каждый не даст ответа. Чего кого? Твой следователь с тобой все время на связи. Ну да. Но есть один минус, что следователь-то из Брянска, Ну, это... а это Ярославль. Пока он свяжется, блядь, с Ярославлем, хотя там делать-то, блядь, я не знаю. Я запутался, ребят. Максюш, ну ты идешь? Да. Оп. Что ты плачешь? Ты боишься ехать? Не бойся. Никто тебя там не обидит. Ну реально. Я более чем в этом уверен. Не плачь. Я один раз уже приехал к Аслану. Куда я попал? Он в эту квартиру ведь подселит, блядь, Ваню трезвого.
Никиточку, Кирюшечку, Хуюшечку. Наконец-то будет контент. Я шучу, Валь. Ничего такого не будет. Откуда ты Но он знаешь? тебя будет защищать. Не даст. И я позволить с тебе. этими, блядь, маргиналами буду жить? Не, ну зачем? У тебя будет отдельное жилье. Не. Не, ну почему нет? Я знаю, он хочет сделать вот эту вот кунсткамеру, блядь. Ну в Кунсткамере же там мертвый экспонат. Не спам, одно и то же пиши. Билет до Брянска. Второй сезон. Там уже получается третий уже сезон. Не, ну а в Брянске второй, да. Первый-то был. Тоже Брянск же был первый раз. Да? Тебя в ВК напишет Аслан, прочти потом, ну после. Сейчас на зарядку он поставил телефон, у него разряд. Толку-то писать, толку-то... Ты же туда всех своих подчиненных на эту квартиру, блядь, поставишь. С этого трезвого, блядь, сущегося, этого же Никиточку. Да я знаю всю эту вашу, блядь, эпопею. Не надо мне все это. Я лучше в Косенко поеду. Дайте мне позитивную песню послушать. Можешь остаться у меня... Блять, не могу, блять, проскальзывает сообщение. Подожди. Можешь остаться у меня с Наумовым. Закупал в разборке, я ему и до тебя говорил. А Наумову надо в Ярославль ехать? Ну, это-то понятное дело, что не надо. Нет, Валь, я в конце концов, если что-то не понравится, ты можешь вернуться. Если что не так пойдет. Какие шиши? Ну, я тебе вышлю деньги на билет и все. Куда? Обратно в Петербург. Куда? Куда ты мне вышлешь? На Так. ботинок? В ВКП. Не помнишь, я тебе объяснял как? На ВКП. А ты уже обналичишь там. Как? Через любую карту любого человека. Так у меня нет карты Ну, никакой. хотя бы рядом будет человек с картой, вот ты уже сможешь это сделать. Представь, я такого не умею делать. Ну, Это ты вот можешь там крутить, мутить. Не мешайте мне слушать не лето. И толку я опять к тебе приеду. И опять будем так же мыкаться по этим квартирам. В смысле тыкаться, мыкаться? Тебе снимет квартиру. Кто? Аслан. Где? Я так понимаю, он сейчас тебе говорил же об этом. Отдельно же он будет жить. В Ярославле. В Ярославле. А как я в Питер вернусь? Как надоест, так и вернешься. Как? На поезде. А Каким как пришлю? образом? Блин, ну я не знаю. Аслан, ну как-нибудь я пришлю тебе деньги на билет. Ты будешь с Каким какими-нибудь образом? людьми. Там с кем ты будешь, я им пришлю, а они купят билет. Или билет Я куплю. боюсь, что Я тебе там могу получится купить такой... билет и просто прислать тебе электронный билет. Я боюсь, что там получится такая же ситуация, как в Навле. Отнимут телефон, и нихуя ты ничего не получишь. И паспорт даже не получишь. Все, я это проходил уже, хватит. Если что, я сам ему куплю. Да, я знаю все это, все эти сказки.
Не, ну он же действительно нормально отнесся в день рождения демона к тебе. День рождения демона — это день рождения демона. Там демона не будет. Там был демон. А сейчас демона не будет. А там будет Никиточка, который будет нахуй ходить, снимать. Нахуй мне это все надо. Я проходил все это. Не-не-не. Он пишет, что Влад будет, и что такого не будет, что ты говоришь. Влад сидит в депресснике. Влад даже не стримит. Так что не надо мне про Влада тут пиздеть. Ну, завтра на трезвую голову мы это все можем обговорить. Но главное не вечером, а вот днем. Днем у нас стрим. Влад пишет, пусть едет. Слышь? Да, чтобы отправить меня к Аслану. Да Не Влад, надо. Влад, Не, он друг значит... тебе. Влад Подождите. наш демон, который... Я понял. Влад, извини, сначала ты мне отказал, потом ты мне говоришь, пожалуйста, едь, а теперь... А куда едь-то? К тебе или к Аслану? Не, я не такой дурак. Извините. Не поеду. Я лучше в Питере останусь. У Косенко. А что он тебе предлагает? А пока ничего не предлагает. Ничего? До 6 числа посмотрим. До 6 числа сможем денег заработать? А Влад пишет, то, что едь к Аслану, он тебя не тронет. Спасибо, конечно. Да. А у нас... Все, нахрен. Все. Владик, ты отказал? Отказал. Потом уходить. Влад, ты отказал? Он отказал. уйдет. Кому? Все, ты отказал? Отказал. Все. Давай теперь дальше буду я решать, куда, чего идти. Не надо мне указывать, кому, к Аслану, Хуяну, или может в Питере остаться. Не надо мне указывать. Точнее, советовать. Прости. Ну и на этой... Ты не в забытие, извини. Это твое право. Извольте. Ну, на этой ноте мы заканчиваем трансляцию. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.